So today let's learn some more skills. Давайте сегодня еще узнаем несколько новых навыков. So how many people here give presentations all the time? Меня интересует следующий вопрос. Кто из вас проводит презентации постоянно? And how many people here spend most of your time looking for people to give a presentation to? А кто из вас проводит большую часть своего времени, разыскивая людей, перед которыми нужно провести презентацию? The problem is there's lots of people, Проблема заключается вот в чем. Есть много людей. but they won't give us an appointment for a presentation. Но они по какой-то причине не соглашаются с нами встречаться, чтобы провести перед ними эту презентацию. Or they don't want to come to an opportunity meeting. Или же они не хотят прийти на встречу по предоставлению возможности. So, what if you could get more people to come to opportunity meetings? Would you make more money? А что, если бы вот произошло такое чудо, и на вашей встрече по предоставлению возможности начало приходить намного больше людей? Вы бы начали автоматически больше денег зарабатывать? So when you talk to people, does everybody say, oh, please give me a presentation? То есть, получается так, интересный у меня вопрос. Когда вы разговариваете с людьми, они вам говорят такую фразу: ой, пожалуйста, проведите мне презентацию. Do they all say, oh, I just can't wait to go to an opportunity? Или же, ой, я просто не могу дождаться, когда же наконец я пойду на встречу по предоставлению возможности. So let's say you talk to 10 people. Ну давайте предположим, что вы говорите с 10 людьми. Out of 10 people, Из этих 10, how many of them will give you an appointment for a presentation? сколько из них согласятся на встречу, на которой вы проведете презентацию? How many people here can get 1 out of 10 people to give you an appointment for a Кто из presentation? вас может работать с эффективностью 1 человек из 10, который соглашается на презентацию? Right? If you get less than 1 out of 10, you're in trouble. Если вы назначаете меньше одной презентации из 10 человек, то тогда у вас большие проблемы. You just can't fix that by talking to more people. Просто невозможно решить эту проблему, просто разговаривая с большим количеством людей. But let's look for the superstars Но here. давайте сейчас посмотрим на суперзвезд. How many people here think you can get 2 out of every 10 people to give you an appointment for a presentation? Кто из вас считает, что вы в состоянии уговорить 2 человек на проведение презентации из 10, с кем вы разговариваете? That's pretty good. Неплохо. How many people here think you can get 3 out of 10? Кто из вас считает, что он в состоянии сделать 3 из 10? We still have a couple. Отлично, еще есть люди. 4 out of 10. 4. All right, it's getting pretty small. Так, все, цифры у нас уменьшаются, все меньше и меньше рук поднимается. Ну, So let me ask the group. давайте я вас вот что спрашиваю. If you could learn a skill, Вот, допустим, если бы вы смогли узнать какой-то навык, получить какой-то навык, where you could get 5 out of every 10 people to give you an appointment for a presentation, благодаря которому вы бы автоматически начали получать 5 приглашений из 10 людей, то есть просьб, чтобы вы провели презентацию. how many people here think that would dramatically change your business? Кто из вас считает, что это очень серьезно повлияет на ваш бизнес? What would change? Что изменится? I would make more money. Итак, ну давайте подумаем. Мы будем зарабатывать больше денег, да? We'd have less rejection. Мы будем получать меньше отказов. We would spend most of the week giving presentations instead of looking for people to give a presentation to. Большую часть недели мы будем тратить на то, чтобы физически проводить презентации, а не бегать и искать, кому эти презентации можно предложить. Lots of people would want to join our business Большее количество людей бы пожелало, хотело вступать в наш бизнес, because they say, hey, in your business, almost half the people ask you for a presentation. потому что они бы видели, посмотрите, практически половина людей, с кем ты встречаешься, просят тебя, чтобы ты провел презентацию. So if you could get an appointment with 5 out of every 10 people you talk to, То есть, если бы у вас был такой навык, который бы вам позволял получать 5 приглашений, 5 просьб о проведении презентации из каждых 10 людей, с кем вы разговариваете, how many people here think it would be a terrific day? то кто из вас считает, что день, когда вот это начнет происходить, станет действительно очень счастливым? Okay. Хорошо. Unfortunately, we're not going to learn that skill today. К сожалению, этого навыка мы сегодня не узнаем. We're going to learn a different skill. Мы узнаем немножечко другой навык. We're going to learn a skill Мы узнаем
where you can get an appointment. Получим навык, в котором, когда вы получаете, договариваетесь о встрече, With almost 10 out of every 10 people you talk to. вы договариваетесь о встрече, вы получаете приглашение, просьбу провести перед ними презентацию, но с частотой 10 из 10. How many people would rather learn that skill instead? Кто бы предпочел этот навык? I can come back on another day and teach you the one for 5 out Если of 10. хотите, я могу, конечно, потом на следующий день вернуться, да, и вас научить навыку, получать 5 из 10. But today we're going to learn 10 out of 10. Сегодня мы будем говорить о 10 из 10, хорошо? So let's take a look at how we get appointments now. Давайте немножечко рассмотрим, как мы привыкли договариваться о встречах сейчас, как мы это делаем. The reason we only get an appointment with 1 or 2 out of 10 people Единственная причина, почему мы получаем приглашение о проведении презентации с 1-2 людьми из 10, is because of what we say and what we do. заключается в том, что мы говорим и что мы делаем. So we're going to have to change what we say and do. То есть давайте подумаем так, что если мы хотим как-то увеличить эту эффективность, нам нужно что-то поменять. И поменять, наверное, то, что мы говорим, и то, что мы делаем. So first let me show you why we don't get a presentation. Давайте для начала я вам скажу, почему мы не подходим к моменту, когда нас просят, чтобы мы провели презентацию. I want you to imagine that I'm a brand new distributor. Я хочу, чтобы вы на минутку представили, что я новичок, я новенький дистрибьютор. How many skills do I have? И у меня тогда вопрос, сколько на настоящий момент у меня имеется навыков? 0. 0. So I'm standing next to you by the coffee machine at work. И вот я с вами стою в офисе, на работе, рядом с кофейным аппаратом. We've been there drinking coffee for 3 or 4 hours. Вот примерно уже 3 часа прошло, мы все стоим, пьем кофе, разговариваем, работаем. And suddenly I turn to you and I say something stupid like this. И вот неожиданно я оборачиваюсь к вам и говорю какую-то непроходимую тупую глупость. Типа следующий. Boy, do I got an opportunity for you. Слушай, у меня такая есть для тебя возможность. What's your general reaction? Какая ваша обычная реакция на такие слова? That's interesting. Интересно. Or run, hide. Или надо срочно бежать прятаться. Or I'm really busy. Или я слишком занят сейчас. Now would be a good time to go back to work. А вообще пора уже и на работу идти, поработать. For most people, they seem to run away when we offer them an opportunity. Для большинства людей реакция обычная, они по какой-то причине начинают убегать от нас, как только мы говорим о том, что у нас для них есть какое-то предложение. Does that sound familiar? Не сталкивались с этим? Нет? Знакомая ситуация. But then I say this. Но потом я говорю следующую фразу. Oh, we have an opportunity meeting tonight. У нас сегодня будет встреча по предоставлению возможностей. So instead of going home to your family, И поэтому вместо того, чтобы сегодня после работы идти домой к своей семье, instead of having dinner with your family, вместо того, чтобы поужинать вместе со своей семьей сегодня вечером instead of watching television, и посмотреть телевизор, come down to the opportunity meeting, поехали со мной на встречу по предоставлению возможностей, where we're going to try to sell you something. где мы постараемся тебе что-нибудь вдуть. What are you going to say? Что вы мне на это скажете? Oh, I'm busy. Я занят. We just bought a stray cat and I got to go home and pet it. Мы только что купили кота, да, он оказался диким, и мне нужно срочно ехать домой, чтобы его погладить, чтобы он там не растерялся. I really can't make it. На самом деле не могу. I have other obligations. У меня есть другие обязательства сегодня. But that doesn't bother me. Но меня-то это совершенно не волнует, то, что он мне сейчас говорит. I listened to a motivational CD this Я morning. же сегодня утром слушал мотивационный компакт-диск перед тем, как идти на работу. I'm excited. Я же воодушевлен. So I say, you just got to come down to the meeting. Я говорю, слушай, тебе просто обязательно надо прийти на встречу. Here's your chance to fire the boss. Потому что вот твой шанс уволить своего начальника. Here's your chance to make lots of money for your Вот family. твой шанс заработать кучу денег для твоей семьи. Oh, come on down. Ну слушай, приезжай. Are you going to come down? Вы приедете? No. Нет. But I listened to 2 motivational tapes this morning. Но дело в том, что вы не знаете, что на самом деле я послушал 2 компакт-диска мотивационных. And I say, well,
Don't you love your family? А я говорю, слушай, ты что, не любишь свою семью? Here's your chance to travel and be rich. Это же твой шанс, много путешествовать и быть богатым. It's not a pyramid, trust me. Это не пирамида, доверься мне, поверь. Come on down. Ну давай, приезжай. Are you coming? Вы едете? No. But I listened to motivational CDs this morning and read a motivational book. Но вы же не знаете, что я помимо 2 компакт-дисков сегодня с утра еще и книжечку прочитал. And I sang the company song. Я, когда закончил читать книжку, я спел гимн компании. So I'm still excited and I'm still there. Я очень воодушевлен, я все еще здесь, я просто вот на крае. And you're thinking, how do I get rid of this jerk? Вы думаете, вот как от этого урода избавиться? So you start asking me some questions. Вы начинаете задавать вопросы. You say, what's the name of the company, huh? Слушай, а как называется компания? And I said, well, I really can't tell you. Ты знаешь, не могу тебе сейчас в этом признаться. You might prejudge. Потому что может быть, что у тебя будет немножечко не те ассоциации. So come on down to the meeting and then we'll tell you the name of the Поэтому company. приезжай на встречу, и там ты узнаешь название компании. You coming down? Ты? No. Нет. But I read 2 motivational books this morning. Но вы не знаете, что я вообще-то прочитал 2 мотивационных книги. Listened to 3 motivational tapes. 3 кассеты прослушал. Jump off the chair while singing company А song. когда я пел гимн нашей компании, я просто подпрыгнул на стуле. I'm still there. Я здесь. So you try this. И вот что пытаетесь вы сделать со мной. So tell me a little bit about it first Вы before I come говорите, down. слушай, перед тем, как я приеду, ну расскажи мне немножечко, о чем, собственно, речь, перед тем, как я поеду. How many people have ever heard that before? Вы хоть раз в жизни слышали вот такую фразу? Да? Yeah. And I say this. Я говорю, Oh, really can't tell you anything about it. слушай, не могу тебе сказать сейчас. It's top secret. Это секрет, секретная информация. It's kind of visual. You got to be there to see it. Знаешь, она такая очень визуальная. Просто для того, чтобы все понять, да, чтобы все нормально воспринять, тебе там просто надо быть. Oh, you don't want a little piece of the information. Тебе не нужно на самом деле маленький кусочек You информации. need all the information at one time. Тебе нужна вся картинка, ты ее получишь всю целиком за раз. So come on down and then we'll tell you what it's all about. Поэтому приезжай, и мы тебе все там расскажем, о чем собственно речь, и что это такое. Are you coming? Вы едете? No. Yes. So, Тогда I say, well, you really need to come down. говорю, слушай, ну надо тебе приехать. На самом деле, серьезно. And I'm thinking, but I can't get you to come. А в голове у меня такая борьба. Ну, я же не могу его как-то заставить. Вот как мне сделать, чтобы он приехал? So I'm going to use the guilt approach. Нужно попытаться еще использовать другой метод. Надо надавить на его чувство вины. So you need to come down because you owe it to me. Слушай, тебе нужно приехать, потому что ты же мне должен. Last winter when it snowed, I shoveled your sidewalk. Помнишь, вот прошлой зимой, когда пошел снег, я тебе расчистил дорожку? And when your daughter needed a kidney, I gave her 2. А когда твоей дочери понадобилась почка, я ей тоже не отдал. So you owe it to me to come down. То есть ты мне должен, ты обязан мне вообще, ты должен приехать. Now what are you going to do? Теперь что он будет делать? You're thinking, oh, I really don't want to come down. Боже мой, я же не хочу ехать. But I don't want to give the kidneys back either. Но почку тоже отдавать как-то не хочется, да? So you say this. И вы говорите, Oh, I would come down. слушай, я приеду. Except my car broke down. Только вот одна проблема, что-то у меня машина сломалась сегодня. And by the time I take the bus home, И до того момента, как я вот сяду на автобус, доеду до дома, have dinner with the family, поужинаю с семьей, take a bus over to the hotel meeting, возьму автобус, доеду до гостиницы, где будет происходить эта ваша встреча. I wouldn't be able to get there in Но time. я не уверен, что я успею вовремя. So what am I going to say? И что же я на это отвечу? I'll pick you up. Я тебя заберу. I'll pick you up about 6 o'clock. Давай так, в 6 я подъеду, заберу тебя. We'll be there at 6:30. Мы приедем в 6:30. Meeting starts at 7. Встреча начинается в 7. Only lasts 1 hour. Всего лишь 1 час. We'll be done by 10. К 10 вечера мы закончим. And then we'll
back home, you'll be home by 11. Потом я тебя отвезу домой, ну, в общем, к 11 ты приедешь домой. And then what are you going to say? И что же вы мне на это ответите? Oh, I just remembered. Ой, слушай, только вспомнил. I bet my neighbor would like to come. Мой сосед, наверное, хотел бы тоже приехать. I'll just catch a ride with my neighbor and Я, I'll meet you there. наверное, поеду вместе с соседом и встретимся уже там, в гостинице. And then what happens? И что происходит далее? Do you show up? Вы приезжаете? No. Нет. And this is why we never get appointments. И вот именно поэтому мы так никогда и не получаем вот эти встречи. And this is why people don't come to our meetings. Именно поэтому люди не приезжают на наши мероприятия. Because of what we say and what we do. И все из-за того, что и как именно мы говорим и что мы делаем. So, Поэтому, how good are your skills? насколько хороши ваши навыки? What do you say and what do you do? Что говорите вы и что вы делаете? Is what you say good enough to get 2 or 3 out of 10 people to come? То, что вы сейчас говорите, это достаточно хорошо, чтобы 2 из 10 приходили? Or is what you say and do so bad Или то, что вы сейчас делаете, то, что вы говорите, настолько плохо, that you get no appointments for a presentation? что вы не получаете ни одного приглашения, чтобы провести презентацию? You can get an appointment to give a presentation Вы можете договориться о встрече, чтобы провести на ней вашу презентацию for almost 100% of the people you talk to. практически в 100% случаев, когда вы говорите с людьми. By simply saying 2 simple sentences. Просто проговаривая 2 очень простых словосочетания, 2 простых предложения. And that's the different skills to make. И это немножко другой навык, но который на самом деле следует знать и выучить. If you know what to say and do, Если вы знаете в точности, что говорить и делать, it's easy to do the job. то работа становится проще. And if you don't know what to say and do, Если же вы не знаете, что именно нужно говорить и делать, all the goals, all the attitudes aren't going to make a difference. то все цели, все отношения, вся мотивация, на самом деле, она уже ничего не значит. So what would you like to learn next? Поэтому, что бы вы хотели узнать следующее? How about the 2 sentences? Как насчет 2 предложений? So everybody have a pencil and paper? У вас есть бумага, ручка? You might want to write these down. Потому что я думаю, что вам захочется их написать. The first sentence goes like this. Первое предложение звучит так. I can give you a complete presentation, comma. Я могу тебе дать всю презентацию, запятая, провести всю презентацию, запятая. I can give you a complete presentation. Я могу дать всю презентацию, запятая. But Но it would take an entire minute. на это уйдет целая минута. Period. Точка. Here's the second sentence. Второе предложение. When can you Когда бы ты set aside мог an entire minute? Question mark. выделить для меня целую минуту? Знак вопроса. When can you set aside an entire minute? Когда бы ты мог выделить для меня целую минуту? Вопросительный знак. Everybody have it? У вас все записано? All right. Хорошо. So I'm standing next to you by the coffee machine at work. Вот я стою рядом с вами около этого кофейного аппарата в вашем на работе, в офисе. We've been there 3 or 4 hours. Я уже говорил, что мы там 3 или 4 часа уже провели вместе. I say something stupid like this. А я говорю тупую фразу, вот типа этой, которую мы сейчас записали. Boy, do I have an opportunity for you. Я говорю другую фразу. Ой, слушай, у меня такое есть предложение для тебя. And you start making a heart attack to get away. Человек сразу начинает делать вид, что у него начинается сердечный приступ для того, чтобы сбежать. And I say, wait, Я говорю, стоп, I can give you a complete presentation. я могу тебе дать всю презентацию целиком,
But it would take an entire minute. Но In almost 100% of the cases, you're going to say, how about right now? в 100% случаев, практически 100% случаев, люди говорят, как насчет того, что прямо сейчас? Why would you say right now? Почему они говорят эту фразу прямо сейчас? Hey, you might be a little bit curious. Потому что, вас, может быть, немножко это заинтриговало. It's only going to be a minute. Потом это все-таки всего лишь 1 минута. In 1 minute, it's done and over with. За 1 минуту, все, перетерпел и все, покончил с этим. It's probably going to take you longer than a minute just to get rid of me otherwise. А в любом другом случае мне потребуется, как минимум 1 минута, а может быть даже больше, чтобы от вас избавиться. And you don't have to go to an opportunity meeting. И еще один важный момент. Я теперь не обязан идти на эту встречу по предоставлению возможности. There's no room for a whole bunch of high pressure closing and sales То in есть 1 меня minute. никто не будет обрабатывать. И что там вообще за 1 минуту можно сделать? Какие техники использовать, чтобы меня там накрыть технологиями продажи? In almost 100% of the cases, Практически в 100% случаев. you're going to say, how about right now? Вы скажете, а как насчет сейчас? That even works over the telephone. И, кстати, эта же самая технология, эта техника работает даже по телефону. How many people here have ever telephoned somebody who was a referral? Кто из вас хоть раз в жизни звонил кому-то, человеку, которого вы не знаете, который был рекомендацией? You know, you talk to somebody and say, well, John might be a good prospect for you. Вы говорите с кем-то, и человек говорит, наверное, Джон был бы неплохим для тебя кандидатом в потенциальные клиенты. So let's see how it works with John. И вы думаете, давай посмотрим, как сработает с Джоном. So I pick up the phone and I call John. Вы берете, вернее, я беру телефон, я звоню Джону. I say, hello, John. Я говорю, Джон, привет. Your name was given to me by a former friend of yours. Твое имя мне дал один твой бывший друг. And boy, do I have an opportunity for you. И слушай, у меня такая классная есть вообще, такое классное предложение для тебя есть. So John growls. Джон начинает вздрагивать. He says, can't you hear I'm eating my dinner? И говорит, слушай, ты что, не слышишь, что я пережевываю сейчас ужин? I can give you a complete presentation, Я тебе могу провести целиком презентацию, but it would take an entire minute. но для этого потребуется целая минута. When can you set aside a whole minute? Когда бы ты мог отложить для меня минуту? And John might say this, Джон, может быть, скажет, do it now. сейчас, While I chew and swallow. пока я пережевываю и глотаю. So you never have to call me back again. И он это делает, чтобы ты мне больше никогда не звонил. So it works almost every time. В общем, работает эта технология практически каждый раз. All you have to do is read those 2 sentences. Все, что вам нужно сделать, это прочитать эти 2 предложения. And most people will ask you for a presentation. Большинство людей, с кем вы будете говорить, вас попросят, чтобы вы провели презентацию. Not some trick, Никаких фокусов. but the whole entire Но presentation. имею в виду, в 1 минуту вы вместите всю презентацию целиком. With all the facts and information they need to know. Со всеми фактами, со всей информацией, которая им необходима. So are we all okay with that? Вы согласитесь с этим? All right, let's go to work. Не возражаете? Давайте начнем работать. Now, we have an obligation. Итак, у нас есть обязательства. Our responsibility to people is this. Наша ответственность, обязательство перед людьми заключается вот в чем. To give them all the facts they need to know. Мы обязаны дать им все факты, которые им необходимо знать. So they can make an intelligent decision. Факты, которые им требуются для того, чтобы принять осознанное решение. And then they can make their own decision. They can make their own decision, they know it's good in their life. Они могут принять решение, которое, по их мнению, является хорошим и положительным для их жизни. So we're not responsible for the decision they make. Внимание! Мы не несем ответственности за то решение, которое они примут. We're only responsible for giving them the information. Мы несем ответственность только за то, чтобы передать им информацию. Our job is not to manipulate them. Наша работа заключается не в том, чтобы манипулировать их сознанием. Our job is just to give them the information. Наша задача только передать им информацию. And then they are responsible for the decisions they make in their А lives. уже потом они будут нести ответственность за то решение, которое повлияет на их жизнь.
We're not responsible for the decisions they make. Мы не несем ответственности за те решения, которые люди принимают. We're not responsible for the spouse they chose. Мы не несем ответственности за жен или мужей, которых они выбирают. We're not responsible for the job they chose. Мы не несем ответственность за работу, которую они выбирают. We're only responsible for giving the information. Мы несем ответственность только за то, что мы даем им информацию. It's just like recommending a movie. Это то же самое, как вот с рекомендацией фильма. What's the best movie you've seen lately? Вот в последнее время, какой вот фильм вам запомнился, который вам больше всего понравился? Pay it forward. Pay it forward. Хорошо, плати вперед. So this man might say to me, Эй, вот человек, который выкрикнул «Заплати вперед», hey big Al, может мне сказать: «Большой Ал, Pay It Forward is a great movie. «Заплати вперед» — это классный фильм. It'll really help your business. Он действительно поможет твоему бизнесу. You ought to go see it. Ты просто должен его посмотреть. He's done his responsibility. Все, он покончил. Он вот за то, что отвечал, свои обязательства передо мной выполнил. Is he responsible for the decision I make? Потому что у меня вопрос: он несет ответственность за решение, которое я приму после этого? No. Нет. It's the same way in our business. То же самое и в нашем бизнесе, поймите. You're going to give your prospect all the information they need. Вы дадите вашему потенциальному клиенту всю информацию, которая им необходима, которая нужна. They're going to decide what's good in their life. Они уже потом примут решение, что хорошо, а что плохо для их жизни. We're not responsible for their decision. Мы не несем ответственности за их решение. So, we're going to give them information. Итак, мы дадим им информацию. Is everybody okay with that? Вы не возражаете? Нормально все? You give people information about your business now. Вы уже сейчас этим занимаетесь постоянно. Вы даете людям информацию о вашем бизнесе. And when you give a presentation now, И когда вы проводите презентацию сейчас, how many people here have a presentation that's longer than a minute? у кого из вас презентация немножко дольше, чем 1 минута? Okay, we better fix that. Давайте исправим ситуацию. Не возражаете? The first thing we need to do is make your presentation short. Первое, что нам необходимо сделать, это каким-то образом сократить нашу презентацию по времени. So let's get to work. Давайте займемся этим. How many people here talk about your company? Кто из вас во время презентации говорит о вашей компании? That's probably okay. Ну, может быть, нормально. Но there's probably some information about our company Очень может быть, я просто предполагаю, что есть какая-то информация о компании, that we can take out которую мы могли бы вырезать and give to people later и рассказать людям позже, to make our presentation short. чтобы сделать нашу презентацию короче. You see, right now, here's why our presentations are too long. Видите, в чем дело? Вот почему наша презентация очень длинная сейчас. Because not only do we teach them about the opportunity, Потому что во время презентации мы мало того, что пытаемся их обучить, там, преподать какой-то урок о нашей возможности, we're also giving them lots and lots of facts that should be saved later on for мы training. во время презентации даем им еще огромную кучу фактов, которые мы могли бы вырезать и отложить на другой день, когда будут тренинги и обучение. So, let's take an example here. Давайте посмотрим, например, здесь. Let's say that you have a prospect. Давайте предположим, что перед вами потенциальный клиент. And the prospect is not going to join. И потенциальный клиент не собирается вступать, он не вступит. Does this prospect need to know every little fact about the company? У меня вопрос. Этому человеку необходимо знать все малейшие детали и факты о вашей компании? No. Нет. And what if your prospect is going to А join? что, если ваш потенциальный клиент собирается вступить и вступит? Couldn't they learn all these little tiny facts later on in training? Может быть такое, что вот все эти маленькие факты, вот все эти детали, он в состоянии получить позже на каком-нибудь тренинге? So most of the facts about the company То есть смотрите, получается, что большинство фактов о компании we can save later on for training. мы можем отложить на другие времена, на времена, когда мы будем проводить тренинг, обучение. Let me give you some ideas of some of the facts that we could save later on for training. Давайте я вам еще дам несколько идей по поводу фактов, которые мы можем отложить на более поздний срок. The name of the company founder. Имя основателя компании. The name of the company founder's classmates in grade school. И имена одноклассников и друзей основателя компании, когда он учился в школе или в институте.
How much profit the company made in 2002? Сколько прибыли заработала компания в 2002 году? How many new distributors were recruited in May 1994? Или сколько новых дистрибьюторов было спонсировано в мае 1994 года? How many awards the local newspaper gave the company? И вообще, сколько Local newspaper gave the company how many awards? Различных наград компания получила? You know, all these little tiny facts. Вот все эти маленькие детали. If they are not going to join, Если человек не вступит, does the prospect need to know? ему нужно это все знать? No. Нет. And if they are going to join, А если он вступит, they can memorize all these facts он сможет запомнить все эти факты later on in training. позже, во время тренинга, обучения. So we can take all those little tiny facts out То есть что получается? Мы можем все эти маленькие детали, эти факты вырезать. and then make our presentation a lot shorter. Это делает нашу презентацию намного короче. But would it be short enough? Но она стала достаточно короткой? No. Нет еще. So we're going to have to take some more things out. Давайте еще попробуем что-нибудь вырезать. Посмотрим, что можно выкинуть. How many people here talk about your product or service? Кто из вас во время презентации говорит о вашей продукции, о ваших сервисах? Well, let me show you some facts that we can take out about our product or Давайте service. я вам сейчас покажу несколько фактов, которые можно было бы вырезать спокойно по поводу ваших продуктов и сервисов. If you're in insurance, Если вы занимаетесь страхованием, you don't have to tell them their cash value in year 21. вы не должны им говорить объем вашей капитализации в 2001 году. And you don't have to read them the entire section 3 of the policy. И не нужно зачитывать секцию 3 из вашего устава. If you're in vitamins, Если вы занимаетесь витаминами или добавками, you don't have to tell them the name of the rock in China, вы не обязаны говорить название скалы в Китае, that the herb was picked underneath на склонах которой собирается вот это растение или эта трава, by leprechauns at midnight. лепреконцами ночью, в полночь. You don't have to tell them how many people wear laboratory coats on Tuesday afternoon, Вы не обязаны говорить, сколько людей присутствует в лаборатории по вторникам, какие у них халаты. or how many molecules of moisturizer is in your moisturizer Или cream. сколько молекул в вашем увлажняющем креме, который увлажняет. You don't have to read them the 44-page report from the University of Novosibirsk. Вы не должны им давать или зачитывать им отчет от университета Новосибирска All this по поводу information, продукции компании. Вся эта информация, if they're not going to join, если люди не будут вступать, если они не вступят, they don't need to know it. им не нужно это знать. And if they are going to join, А если они вступят, they can learn it later on in training. они все это могут узнать позже, во время обучения, во время тренинга. Everybody okay with that? Вы не возражаете с этими фактами, с этой логикой? Now that's going to make our presentation a lot shorter, Смотрим. Теперь наша презентация становится еще короче, but not short enough. но недостаточно короткой. There's still one more thing we can do. Есть еще парочка вещей, еще одна вещь, которую мы могли бы сделать. The compensation plan. Маркетинг-план. How many people here ever explained the compensation plan? Кто из вас когда-либо в жизни во время презентации объяснял маркетинг-план? Alright, let me ask you a question. Давайте задам вам вопрос. How many people here understood the compensation plan the very first time you heard it? Кто из вас понял маркетинг-план вашей компании в первый раз, когда вы о нем услышали? How many people understand it now? Кто из вас понимает его сейчас? Alright, so we can probably take it all out. Может быть, мы могли бы эту часть презентации тоже вырезать. We can put the entire compensation plan into training. Вот все, что касается маркетинг-плана, мы об этом могли бы поговорить во время тренинга. Because if they're not going to join, Потому что если они не вступят, they don't need to know. им это не нужно знать. If they are going to join, they can learn it later on in training. А если они вступят, обо всем они могут узнать позже, во время тренинга. So if we take all this stuff out, Поэтому, если мы вырезаем вот все эти вещи, we get our entire presentation down to about an hour. мы можем уложить всю нашу презентацию в 1 минуту. And that's what we did. Вот то, что мы сделали на самом деле. So we started doing 1-minute presentations. Итак, мы начинаем проводить 1-минутные презентации. And for about 7 months, И вот на протяжении 7 месяцев, или где-то we gave lots and lots of 1-minute presentations. через 7 месяцев выясняется, что мы таких 1-минутных презентаций провели And guess what? огромное количество. И угадайте, что произошло.
Nobody joined. Никто не вступил. But they're all 1 minute. Но все презентации были одноминутными. We were missing one thing. Но мы пропустили какую-то деталь. Once we learn this one thing, everything changes. Вот как только мы эту деталь узнаем, как только мы ее выучим, все начинает меняться. And then almost everybody joined. И тогда вдруг возникает момент, когда практически все вступают. Here's what we learned. Вот что мы узнали. Your prospect Ваш потенциальный клиент only needs the answer to 3 questions. должен получить ответ всего на 3 вопроса. You answer these 3 questions, Если во время презентации вы отвечаете на эти 3 вопроса, and they'll have all the facts they need и они получают все факты, которые им нужны, to make an intelligent decision. они будут в состоянии принять осознанное, интеллигентное решение. So they'll be able to say, yes, I would like to join. И благодаря чему они могли нам сказать такую фразу: да, я бы хотел вступить. Or no, I Или don't же want to join. нет, я не хочу вступать. Or maybe I have a question. Или же у меня есть вопрос. And that made all the difference in the world. И вот знание, вот это знание, которое вы сейчас узнаете, оно на самом деле меняет полностью все. So what would you like to learn next? Что бы вы хотели сейчас узнать? 3 questions? 3 вопроса, да? Let's get to work. Давайте займемся делом. Question number 1. Вопрос номер 1. What kind of business are you in? Какого типа бизнесом вы занимаетесь? Now that's an important question. Очень важный вопрос. Would you ever join a business if you didn't know what kind it was? Вы бы согласились вступить в бизнес, если бы вы не знали, какого типа он вообще? No, of course not. Конечно нет. Would you ever join a business if you're sort of confused and weren't sure what it was? Вы бы вступили в бизнес, о котором вы не уверены, или вы недопонимаете, что это за бизнес? Of course not. Конечно нет. You'll only join a business if you're absolutely clear what kind of business it Люди is. вступают и начинают заниматься только тем бизнесом, насчет которого у них есть предельно четкая ясность, что это за бизнес. So unless you're perfectly clear about your business, Поэтому до тех пор, пока вы в точности не понимаете, что это за бизнес, your prospect will never, ever join. ваш потенциальный клиент, если он этого не понимает, он никогда не вступит. So what does our prospect want to know about our business? Что хочет знать наш собеседник, наш потенциальный клиент по поводу нашего бизнеса? Well, they'd like to know things like this. Они хотят на самом деле знать такие вещи. Are you in farming? Вы занимаетесь сельским хозяйством, A fishing business? занимаетесь рыболовством, Are you in real estate? занимаетесь недвижимостью, Sports medicine? спортивной медициной, Are you circus performers? либо вы циркач. They want to know what kind of business you have. Они хотят на самом деле знать, что это за бизнес. So you have to be perfectly clear. Поэтому вы должны быть предельно четко ясны. I was in Sweden about 10 years ago. 10 лет назад в одной поездке я был в Швеции, This young man came up to и me ко мне подошел один молодой человек. and he said, "Hey, big gal, И сказал: большой Эл, I'm in network marketing. я в сетевом маркетинге I'm full time. уже 100% времени. I've been in full time for 3 years now." 3 года я уже занимаюсь только сетевым маркетингом. And I said this. Я ему сказал: So you're broke, eh? это значит, что у тебя нет денег, да? He said, "Yeah. Он сказал: да, I can't get anybody to join me." я что-то никак не могу заставить людей вступить. So I said, "So what kind of business are you А in?" я ему сказал: и в какого типа бизнесе ты? And here's what he told me. И вы знаете, что он мне сказал? He said, "I'm in the global search Я занимаюсь глобальным поиском for entrepreneurial talent, предпринимательских талантов for time freedom and financial freedom, для образования финансовой и независимости временной, whereby they can enhance their efforts где эти люди могли бы приложить свои усилия и приумножить with multiple streams of residual income многочисленными потоками уходящего дохода, and improve their lifestyle." улучшить свой стиль жизни. I had no idea what kind of business he was in. Я вообще ничего не понял, что он мне сказал и что это был за бизнес. No wonder nobody was joining. Неудивительно, что никто не вступал к нему. Nobody will join your business unless you're clear. Никто не вступит в ваш бизнес, если вы не объясняете четко, что это за бизнес.
So let's say you ask me this question. Давайте предположим, вы мне задаете этот вопрос. Hey, Miguel. Большое удваивание доходов людей. Would you join? Вы вступите? Maybe not. Наверное, нет. It's not clear what I do. Непонятно вообще, чем я занимаюсь. And this is why lots of people don't join your business. Именно поэтому очень большое количество людей не вступает в ваш бизнес. Because they're not sure what kind of business or industry you're in. Потому что они путаются, они не понимают до конца, в каком вы бизнесе, чем вы занимаетесь. So how do we explain it? Так вопрос остается прежним. Как объяснить? Well, some distributors say this. Некоторые дистрибьюторы говорят, I'm with the wonderful company. я работаю в замечательной компании, From the wonderful city of wonderful Russia. которая была основана в великолепном, замечательном городе, замечательной Руси. Started in the wonderful year of 2002. Блестящий, замечательный год 2002 она была основана. Started by Mr. Wonderful. Основана мистером Замечательным. He's a wonderful family man. Он великолепный, замечательный семьянин. He has lots of wonderful families to prove У it. него есть несколько семей, которые это могут доказать. Everything's wonderful. Он просто замечательный. Everything's wonderful, wonderful, Все wonderful. замечательно, замечательно, замечательно. Do you think people are going to join? Вы думаете, люди вступят? No. Нет. They just think you've joined some sort of cult. Они начинают думать, что, наверное, это какая-то секта. Or some people explain it this way. Или же другие люди, некоторые люди объясняют это таким образом. Well, I'm in this wonderful business. Ну, я в таком классном бизнесе. Because people need financial freedom. Дело в том, что людям необходима финансовая свобода. And the economy's bad. The economy is bad. А сейчас экономика находится в плачевном состоянии. And people don't have secure retirement. У людей нет вообще никаких гарантий по поводу безопасного ухода на пенсию. Both husband and wife have to work. Сейчас такие времена, что обоим родителям необходимо работать. No. So how do you explain what kind of business you're in? Так как объяснить им, в каком вы бизнесе, чем вы занимаетесь? Кто бы из вас хотел усовершенствовать ваше описание бизнеса? How many people now realize why a lot of people didn't join? Кто из вас сейчас начинает понимать, почему так много людей нам отказывают? Alright, so let's be clear. Давайте будем четкими. Let me give you some examples of what people say. Я вам дам несколько примеров, чего люди говорят. They say, oh, we're in the skincare business. О, мы занимаемся бизнесом по уходу за кожей. Skincare. Well, that's not very clear. Что-то непонятно до конца. What does that mean? Что это значит? You make bandages or things for people's cuts? Что это значит? Вы делаете вот эти повязки там, или пластыри, если люди порежутся, там, зеленку производите. Does that mean you make rubber gloves to protect their hands? Может быть, вы производите резиновые перчатки, когда люди моют посуду, чтобы они пользовались этими перчатками. Уход за кожей, правильно? Does that mean that you do facelifts? Или может это значит, что вы занимаетесь подтяжками кожи? Я не знаю. They don't know. Они не знают. So if you're in the skincare business, Поэтому, если вы говорите, что вы занимаетесь бизнесом по уходу за кожей, you need to be more clear. вам нужно быть более четкими. You're going to say something like this. Вам нужно сказать что-то типа этого. We're in the skincare business, Мы занимаемся бизнесом по уходу за кожей, к примеру. which means Что значит? we have this wonderful moisturizer cream У нас есть серия вот этих увлажняющих великолепных кремов, that makes your skin look 20 years younger которые заставляют вашу кожу выглядеть на 20 лет моложе. in only 45 seconds a day. И все, что для этого требуется, это 45 секунд в день. Now people know exactly what you do. А теперь люди начинают четко понимать, чем вы занимаетесь. Some people say we're in the insurance И industry. некоторые люди говорят, мы в индустрии страхования. Well, what does that mean? Что это значит? When you wreck your car, they might pay for it. То есть это значит, что когда вы разобьете вашу машину, они, может быть, за нее заплатят? People don't know. Люди не знают. So they might say something like this. Они могут сказать что-то типа этого. We're in the insurance industry, Мы в индустрии страхования, which means что значит, we show young families мы показываем молодым семьям, how to never worry
способ больше никогда не волноваться, in case something happens to the husband or the wife. если не волноваться, не беспокоиться сильно, если вдруг что-то произойдет с женой или с мужем. Then we'll take care of them financially. Мы заботимся о них тогда финансово. Or some people are in the vitamin or health business. Или, например, люди занимаются бизнесом, связанным с витаминами или здоровьем. And they say, oh, we're in the health business. И они говорят такую фразу: о, мы в индустрии здоровья. Well, what does that mean? Что это значит? Does that mean you change bedpans at the local nursing home? Что это значит? Это может быть вы меняете простыни в местной больнице. They don't know. Люди не знают. So you're going to have to say this. Вы должны сказать что-то типа этого. We're in the vitamin business. Мы в витаминном бизнесе, к примеру. Which means Что значит? we have these wonderful vitamin pills you take first thing every morning. У нас есть такие великолепные витаминные таблетки, которые вы принимаете сразу же, проснувшись с утра. It makes you wake up in the morning an hour earlier. Которые позволяют вам со временем просыпаться даже на час раньше по утрам. Makes you feel like $1 million. И вы начинаете себя чувствовать на 1 000 000 рублей. And when everybody else has colds and flu, И когда вы принимаете таблетки, когда вокруг свирепствует грипп или простуда, you can laugh in their face вы можете смеяться им в лицо, because you never get sick. потому что вы не болеете. Now they know what you do. А теперь люди начинают понимать, чем вы занимаетесь. So here's a great way to explain your business. Вот смотрите, вот великолепный способ объяснения вашего бизнеса. Say we are in the whatever industry. Я там, какой бы там ни был индустрии. And then write these words down in really big letters. А потом запишите следующие слова очень большими буквами. Which means. Что значит? And then describe something about your product. А далее идет объяснение что-то о вашем продукте. So if you sold something for diets, К примеру, если вы продаете что-то для диеты, you wouldn't say we're in the diet industry. то не говорите, что мы в диетической индустрии. Because what does that mean? Потому что это значит? You make people exercise. Вы заставляете людей упражняться? You do liposuction where you suck the fat with a giant vacuum cleaner. Или вы занимаетесь липосакцией, вы отсасываете жир там подкожный, у них с шприцами бегаете по улице. They don't know. Они не знают. So you'd say this. Поэтому вы говорите следующее. We're in the diet industry. Мы в диетической индустрии. Which means Диетология что значит? we have this wonderful, delicious chocolate protein milkshake. У нас есть великолепный молочный коктейль со вкусом шоколада, That you drink first thing every morning. который люди пьют первым делом с утра. And helps you lose 1 kilo a week and you don't even have to exercise. Который позволяет людям сбрасывать килограмм веса в неделю, и люди даже не обязаны при этом упражняться. Now people know what kind of business you're in. Теперь люди начинают понимать, чем вы занимаетесь, что это за бизнес. And you say, well, what if I have lots of products? Но вы, наверное, хотите мне сказать, а что если в моей компании огромное количество продуктов? You might say this. Вы можете сказать. We're in the health business. Мы в бизнесе, связанном со здоровьем. Which means we have this wonderful, healthy drink. Что значит, что у нас есть этот великолепный продукт, напиток здоровья, You drink first thing every morning. который вы пьете каждое утро. Makes you feel like you're 16 years old all over again. Он заставляет вас чувствовать, как будто вам снова 16, But with better judgment. но, конечно же, с более хорошей головой. And we have 32 other wonderful health and skincare И у products. нас еще порядка 32 продуктов, связанных со здоровьем, уходом за кожей и так далее. Does everybody have an idea of what you could say? Вот что я хочу сказать вам. У вас сейчас появилась идея, что бы вы могли рассказать про ваш бизнес. So let's take 1 minute. Давайте сейчас возьмем 1 минуту. I'd like you to write down Я бы хотел, чтобы за эту минуту вы написали exactly what kind of business you're in. в точности, что вы имеете в виду, в каком вы бизнесе. So you're going to say we are in the industry, Вы будете писать, что я в такой-то индустрии, which means, что значит, and describe one of your favorite а далее вы описываете один из ваших любимых продуктов. I'm going to ask you to drink your
your partner. Я сейчас попрошу, чтобы вы повернулись к вашему партнеру еще раз. And your partner's going to ask you this question. И ваш партнер задаст вам вопрос. What kind of business are you in? А чем ты занимаешься? You're going to grab your notes. Вы возьмете то, что вы сейчас написали. And you're going to say, we're in the business, which means. И прочитаете, что я в таком-то бизнесе, что значит. Now, after you read your one После sentence, того, как вы прочитаете ваше предложение, I want you to take a look at your partner's face. я хочу, чтобы вы посмотрели на лицо вашего партнера. And if your partner's face is like this, Если лицо вашего партнера такое, it might need a little bit of improvement. наверное, ваше предложение надо усовершенствовать немножечко. Or if your partner does А this, если ваш партнер делает вот это, they grab their sides, то есть сам берется за живот, хватает себя they start laughing, и начинает дико хохотать, they're rolling on the floor, или там падает на пол, там катается и так далее. they're saying, that's the stupidest thing I ever heard. Со словами «это самая глупая вещь, которую я когда-либо в жизни слышал», You might want to improve it. то очень может быть, что вам нужно немножко отполировать вашу фразу. Now, if your partner says this, Если ваш партнер говорит oh, I understand, «я все понял», that means it's probably pretty good. то очень может быть, что все нормально, ваша фраза хороша. Now, when you're done, Так, когда вы закончите, you're going to reverse roles, вы поменяетесь ролями and you're going to ask your partner, и зададите тот же самый вопрос what do you do for, вашему партнеру. what kind of business? Чем ты занимаешься? Everybody ready? Вы готовы? I think the blues are almost Мне done. кажется, синие уже закончили с упражнением. How many people did better this time than last time? Кто из вас почувствовал, что в этот раз он справился лучше, чем в прошлый? Now, this is not the time to do an information dump on them. Скажем так, это неудачное время для того, чтобы заваливать их информацией. Let me tell you about everything I ever learned about my company. Давайте я вам расскажу все, что я вообще узнал про мою компанию. How many people have ever had this happen to you? Кто из вас вот, хотя бы раз в жизни сталкивался с такой ситуацией? Somebody starts telling you about their company, Кто-то начинает рассказывать мне о компании, and they just won't shut up. и просто он говорит и не может никак заткнуться. They just keep telling you more and more Он and говорит more. еще. They didn't even ask your permission if you wanted to hear И они about it. даже не задают вам вопрос, а вообще вы хотите это все слышать? They just thought, I know all this information. Они просто думают, я знаю, вот всю, я обладаю всей этой информацией, Let me dump it on you now. давай-ка я на него сейчас все это вывалю. How many people here had that happen to you? Кто из вас с этим сталкивался? How'd you like it? Как вам понравилось? We don't. Нам это не нравится. So what we're going to do Поэтому то, что мы будем делать, is tell them everything they need to know in one sentence. это говорить им все, что им необходимо знать на самом деле, но в течение одного предложения. Because if they're not going to join, they don't need to know anymore. Потому что если они не собираются вступать, если они не вступят, то им все равно эта информация будет лишней, она им не нужна. And if they are going to join, А если они вступят, they can learn all the other details later on in training. они все эти детали могут узнать позже, во время тренинга обучающего. Is everybody okay with that? Вы согласитесь? Согласны со мной? That's question one. Это был вопрос номер один. Question number two they need to know is this. Вопрос номер два, на который они хотят получить ответ, следующий. How much money can I make? Сколько денег я могу заработать? I mean, would you join a business if you didn't even know how much money you could make? Я просто имею в виду, вы бы вступили в бизнес, даже не зная, сколько денег вы можете там заработать? Of course not. Конечно нет. So we're going to have to let them know how much money they can make. Поэтому мы должны научиться говорить им о том, сколько денег они могут заработать. And the third question they need to know, Третий вопрос, который необходимо будет прояснить. and this is the question almost everybody leaves out, И это вопрос, кстати, который практически все почему-то опускают. is what do I have to do to earn that money? Что я должен сделать для того, чтобы зарабатывать эти деньги? What do I have to do to earn that money? Что я должен делать для того, чтобы зарабатывать эти деньги? In other words, people are thinking this. Другими словами, люди думают следующее. Well, I need spatial skills.
Мне вообще, может быть, какие-то новые навыки необходимо обрести. Do I have to be a doctor? Я должен быть доктором. A famous sports athlete? Или великим спортивным атлетом. Do I need a degree in financial services? Может, мне нужно какое-то академическое звание финансовых наук. Or will I have to do something very uncomfortable? А что если мне придется делать что-то, с чем я буду себя чувствовать, очень некомфортно? Will I have to spend all day picking up the telephone calling strangers? А что если мне придется каждый день, весь день тратить на то, чтобы сидеть на телефоне и обзванивать незнакомцев? Or get lots of rejection? Или получать кучу отказов? Or will I have to give a meeting in my aunt's living room? Или, может быть, а что если мне придется проводить встречи в гостиной моей тети? While she's grabbing her sides, laughing, rolling on the floor. И во время этих встреч четко будет периодически заглядывать, хвататься за живот, хохотать, кататься по полу, уходить. Saying, you ain't no salesman. Да, великий продавец из себя, конечно. Умер. Will I have to go door to door, knocking on doors, asking people to buy something? То если мне придется ходить от двери к двери, стучать в эти двери и просить людей что-то купить. So these are questions in people's minds. Это вопросы, которые проходят эшелоном через разум человека, людей. Would you ever join a business if you didn't know what you had to do? Вы бы когда-нибудь согласились вступить в бизнес, не зная, чем вам придется заниматься? No. Нет. And most times in our presentations, we don't define it very И clearly. вот интересно, что в большинстве случаев во время наших презентаций мы это четко не описываем. Мы это как-то забываем упомянуть. And we say stupid things like this. Или же мы говорим такие глупости, типа, Oh, you just talk to people. ой, все, что нужно, это говорить с людьми. It's a sharing and caring business. Это бизнес, в котором мы делимся и заботимся. Nobody's going to join that. Но никто не вступит в это. So we're going to tell them exactly what they have to do. Должны людям говорить в точности, чем они должны будут заниматься. So if we can answer those three questions, Если мы ответим на эти три вопроса, we're done. все, мы закончили. Our prospect will have all the facts they need to know, Наш потенциальный клиент будет на руках иметь все факты, которые ему необходимо знать, so they can make an intelligent decision. для того, чтобы принять осознанное решение. So they'll be able to say, yes, I'd like to join. Чтобы после этого решения он мог мне сказать фразу «Да, я бы хотел вступить», No, I would not like to join. либо «Нет, я не хочу вступать». Or maybe have a question. Или же у него появился несколько вопросов. That's it. Все. And we can do it all in about a minute. И это все мы можем уместить в 1 минуту. We've fulfilled our obligation. Мы ставим галочку, мы осуществляем то обязательство, которое мы дали, мы его выполняем. We've given them the facts. Мы даем им факты. The rest is up to them. Все остальное, что касается последующих действий, все зависит от них. They are not responsible for the choices they make in their life. Они отвечают за те выборы, которые они делают в своей жизни. So does everybody know the three questions? Так, теперь все знают три вопроса. What's question number one? Какой был вопрос номер 1? What question number two? Вопрос номер 2. And question number three? Вопрос номер 3. Okay. Все. And we can answer all that in about a minute. И это все, вот эти три вопроса, на самом деле мы можем на них ответить в течение 1 минуты. Would you like to see an example? Вы хотите увидеть пример? Right? Хорошо. Now, there's lots of different businesses here today. Сейчас здесь, я так понимаю, представители совершенно разных бизнесов. Много их, да? So let me do an example of a sample business. Давайте я вам возьму какой-то бизнес в качестве примера. Now, none of you are in this business, Я так понимаю, что никто из вас в этом бизнесе не участвует. so you can pretend to be a prospect. Поэтому вы можете представить, что вы потенциальный клиент. And at the end of 1 minute, И вот после 1 минуты, you'll have all the facts you need to know, в конце 1 минуты, вы услышите все факты, которые вам необходимо знать, so you can make a decision. для того, чтобы принять решение. Now, I'm going to do this presentation in about 10 seconds. Я эту презентацию могу прочитать, мне займет это 10 секунд. I'm going to answer all three of your questions in 10 seconds. За 10 секунд я могу ответить на все ваши 3 вопроса. Now, if I can do it in 10 seconds, Если я могу это сделать в течение 10 секунд, do you think you can do it in a minute? как вы думаете, вы сможете это сделать за 1 минуту? All right, here we go. Поехали. Complete and total presentation Полная презентация. Законченная от начала до конца. in about 10 seconds. За 10 секунд.
We are in the gangster business. Мы занимаемся гангстерским бизнесом. You can earn about 1 million. Well, did I answer clearly what kind of business I was in? Я достаточно четко объяснил вам, в каком я бизнесе. Y'all understand that? Вы поняли ли это? Did I mention how much money you can make? Я упомянул, сколько денег вы можете зарабатывать. Did I tell you exactly what you had to do to earn Я that вам money? сказал в точности, что вам нужно делать, чтобы зарабатывать эти деньги. So how many people here had enough facts to make intelligent Кто из decisions? вас получил достаточное количество фактов для того, чтобы принять осознанное решение, вступать или не вступать в этот бизнес? So at the end of 1 minute, you could have said this. То есть в конце этой 1 минуты вы могли сказать следующее. Yeah, I'd like to join. Да, я хочу вступить. My sister does it already. Моя сестра уже этим занимается. Now, what would I have to do now? Что мне нужно было бы сделать теперь? Well, I'd say, well, okay. Я бы сказал, ну хорошо, Come on down to our Tuesday night gangster meeting. приходи на нашу гангстерскую встречу во вторник вечером. You can pick up your gangster kit. Ты можешь там, ты получишь там свой гангстерский You can talk. начальный набор. You can talk to everybody else who's already a gangster. Ты сможешь встретиться со всеми уже людьми, которые уже занимаются гангстерской деятельностью. See how many people they shot to move up the Ты marketing plan. увидишь, сколько им нужно было убить людей для того, чтобы продвинуться по маркетинговому плану. Or you could say this. Или же вы можете сказать, I don't really know how to get started. я даже не знаю, с чего начать. We'll call my sponsor. Я позвоню моему спонсору, He'll help me get started. и он тебе поможет начать. I mean, you're done. Все, вы закончили, на самом деле. Or you might have said this. Или вы могли бы сказать, Nope, it's not for me. нет, это не для меня. And you're done. И все, вы закончили. You don't have to bother them anymore. Вам больше не надо беспокоиться. You don't have to invite him to a meeting every week for 52 weeks. Не надо каждую неделю ему звонить, приглашать на встречу. No Это же не means года. no. Нет, значит нет. You're done. Все, вы закончили. You don't have to harass your relatives any longer. Вам не нужно наезжать на ваших родственников больше. No does not mean please argue with me. Слово «нет» совершенно не значит «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Ты со мной или нет? No does not mean let me tell you the history of gangsterism. Нет, совершенно не значит «ой, позволь мне рассказать тебе историю гангстерской индустрии». No means you're done. Нет, значит все, вы закончили. Is everybody okay with that? Вы не возражаете против факта? Не будете спорить? And this way you'll still be invited to weddings and funerals. И вы знаете, если вы будете себя так вести, вас до сих пор будут приглашать на все свадьбы и похороны. People won't be trying to avoid you. Люди не будут пытаться избегать вас и переходить дорогу. Or maybe at the end of the presentation you might say this. А может быть, в конце презентации вы скажете мне, Well, it sounds good, but I have a question. звучит вообще классно, но у меня есть вопрос. Do I really have to shoot people? А мне действительно придется убивать людей? Or could I use a knife instead? Могу я использовать нож? And I said, well, yeah, you can use a knife. Я бы сказал, ну да, ты можешь использовать нож. So, what do you think? То есть, что ты думаешь? And you're done. Все, вы закончили. How many people here think that's a better presentation Кто из вас считает, than coming to a 3-hour opportunity? что лучше провести одноминутную презентацию, чем пытаться затащить человека на 3-часовую? Now, if you appreciate it, Если вам это нравится, your prospects will appreciate it too. то ваши потенциальные клиенты, они тоже будут довольны, им тоже это понравится. But I know what you're thinking. Но я сейчас знаю, о чем вы думаете. Well, that's good for my business. Но это хорошо для моего бизнеса. But what about your А business? как насчет вашего? Would you like some examples for your business? Вы хотели примеры для вашего бизнеса? Now, I'm going to ask you to sit back and relax. Я хочу, чтобы вы сейчас откинулись в кресло и расслабились. Don't take any notes. Ничего не пишите сейчас. You're not going to miss a thing. Потому что вы в любом случае ничего не пропустите. Because when we come back from break, Потому что когда мы вернемся с перерыва, I'm going to show you how to do a 1-minute presentation я вам покажу, как провести одноминутную презентацию for your business, для вашего бизнеса. word for word. Слово в слово. But I'm going to give you some examples before break. Но перед перерывом я дам вам парочку примеров.
So don't worry about making notes. Поэтому не волнуйтесь, не надо ничего записывать сейчас. After break, we're going to write down every word exactly for После your business. перерыва мы запишем абсолютно все слова, которые необходимы для вашего бизнеса. So let me give you an example. Давайте, например, This would be for vitamins. для витаминов, например. I might say, if you'd like to earn an extra 10,000 rubles a month, Если бы, я бы мог сказать, если бы ты хотел заработать дополнительные 10 тысяч рублей в месяц, you need to do these 3 things. тебе нужно сделать 3 вещи. Number 1, Первое. don't change. Не меняйся. Just be yourself. Просто будь собой. Just continue recommending things you like. Просто продолжай рекомендовать те вещи, которые тебе нравятся, и все. Like your favorite hairdresser, Как, например, твой любимый парикмахер, your favorite place to shop where things are on sale. твое любимое место, где ты покупаешь, занимаешься покупками. Just continue recommending things you like. Продолжай рекомендовать те вещи, которые тебе нравятся. Number 2, we're in the vitamin business, Номер 2. Мы в бизнесе, в витаминном бизнесе. which means Что значит? we have these wonderful У vitamins нас есть великолепная серия витаминов, that build your immune system. которые усиливают, улучшают вашу иммунную систему. So when everybody else at work has colds and flu, Благодаря этим витаминам, когда все на работе вокруг начинают болеть гриппом, you can laugh in their face because you're never sick. вы начинаете просто смеяться им в лицо, потому что вы никак заболеть не можете. And your kids always have to go to school because they're never sick. И ваши дети радуются того, что они всегда ходят в школу, потому что они никак не болеют. And number 3, И номер 3. between you Между вами and everybody you talk to, и всеми, с кем вы будете говорить. and everybody that they talk to, И со всеми, с кем они будут говорить. and everybody that they talk to forever and ever and ever, Всеми, с кем они будут говорить на веки вечные. you eventually find about 20 families. You eventually find about 20 families Вы через какое-то время найдете где-то 20 семей, that want to have a great immune system. которые захотят, чтобы у них был хороший иммунитет. And then you're an extra 10,000 rubles a month. И вот если это произойдет, вы начнете зарабатывать дополнительные 10 тысяч рублей в месяц. And that's it. И все. If you sold skincare, you might say this. Если вы продаете средства по уходу за кожей, If you like to earn an extra 10,000 rubles a month, если ты хочешь зарабатывать дополнительные 10 тысяч рублей в месяц, you need to do these 3 things. тебе нужно делать 3 вещи. Number 1, don't change. Во-первых, не меняйся. Be yourself. Будь сам собой. Continue recommending things you like. Продолжай рекомендовать те вещи, которые тебе нравятся. Like your favorite television show, Как твои любимые телевизионные сериалы, your favorite music. твою любимую музыку. Number 2, Номер 2. we're in the skincare Мы business. занимаемся средствами в бизнесе по уходу за кожей. And we have this wonderful skincare cream Что значит, что у нас есть этот великолепный крем для кожи, that makes all the acne disappear который удаляет, просто исчезают все прыщи. and gets rid of your wrinkles. Или есть крем, который сглаживает ваши морщины, So you look so much younger. что позволяет вам выглядеть так молодо. And number 3, И номер 3. all you have to do Все, что вам нужно сделать, is pass out this little sample это просто раздавать людям маленькие образцы. and this DVD that explains how it И works вот этот DVD-диск, который объясняет, как это все работает, to one person every day. одному человеку в день. And at the end of about 3 months, И примерно в конце 3-месячного периода, если ты будешь это делать, you'll have enough people using our magic skincare у тебя будет достаточное количество людей, которые будут использовать эти крема, that you'll be earning an extra 10,000 rubles a month. что позволит тебе зарабатывать 10 тысяч рублей дополнительных в месяц. And the rest is up to you. Все, решение остается за вами. I wish you could see the looks on your faces. Я бы now. хотел, чтобы ваши лица сейчас видели. How many people think it would be fun to learn how to do these presentations? Кто из вас считает, что было бы весело выучить, как делать такие презентации? We're going to learn how to do it right after break. Сразу после перерыва мы научимся этому. So make sure you come back here on time. Поэтому убедитесь в том, что вы вовремя здесь будете сидеть. And coming back on time, is that a do or is that a try? Кстати, напоминание, вернуться вовремя в зал, это попытка или действие? We'll see you right after break. Увидимся после перерыва. Спасибо. We're going to learn how to do your own personal 1-minute presentation. Сейчас мы научимся тому, как мы будем создавать свою собственную одноминутную презентацию. Now, if you have a blue that comes in late and sits next to you, Если вы увидите, как синий заходит в зал, садится рядом с вами, just whisper them this. просто шепните им на ухо.
You missed the best part. Слушай, ты пропустил самое лучшее. To do a 1-minute presentation, we're going to start with this sentence. Для начала, для того, чтобы начать нашу одноминутную презентацию, мы ее начнем с этого словосочетания, с этой фразы. Now, we're going to learn how to do a 1-minute presentation for 10,000 rubles a month. Мы, давайте так возьмем, научимся проводить одноминутную презентацию за 10 тысяч рублей в месяц, там будут условия, да? Once we're done with that, we'll learn how to do one for 100,000 rubles. Как только мы покончим с этой презентацией, мы научимся составлять презентацию на 100 тысяч рублей в месяц. But let's learn the one for 10,000 rubles first. Но для начала научимся презентации 10 тысяч рублей. Once we have mastered that, the rest will be easy. Просто дело в том, что как только мы станем профессионалами в этом деле, в этой области, все остальные презентации станут для нас действительно легкими, простыми. So here's how the first sentence goes. Вот как звучит первое предложение. If you would like to earn an extra 10,000 rubles a month, Если бы ты хотел зарабатывать дополнительные 10 тысяч рублей в месяц, you need to do these 3 things. тебе нужно сделать следующие 3 вещи. Number 1, Первое. don't change. Не меняйся. Be yourself. Будь собой. Continue to recommend things you like. Продолжай рекомендовать те вещи, которые тебе нравятся. Such as, Такие как and then give them 2 or 3 examples. двоеточие. Напишите там 2-3 каких-то варианта. Here's some things you could use for your example. Вот что вы можете использовать в качестве примера. Like recommending your favorite restaurant. Рекомендовать свой любимый ресторан, Your favorite movie. свой любимый фильм, Your favorite music. свою любимую музыку, Favorite television show. свое любимое телевизионное шоу, Favorite place to go to shop where things are on sale. свой любимый магазин или распродажа. Favorite sports team. Любимую спортивную команду, Favorite brand of beer. любимую марку пива, Favorite hairdresser. любимого парикмахера. So you're just going to pick whichever one seems most appropriate. На самом деле выберите то, что вам больше всего нравится по ситуации. Now, let's see what happens when we say this to the prospect. Давайте сейчас немножечко рассмотрим, что происходит с нашим потенциальным клиентом, когда мы это ему говорим. I say if you'd like to earn an extra 10,000 rubles a month, you need to do these 3 things. Я говорю, что если ты хочешь зарабатывать дополнительные 10 тысяч рублей в месяц, тебе нужно делать эти 3 вещи. Now, is the prospect leaning backwards or leaning forward? У меня вопрос, что делает потенциальный клиент? Он наклоняется к нам или наоборот отстраняется от нас в этот момент? They're leaning forward. Наклоняется к нам вперед. I say, what are the 3 things? Почему какие эти 3 вещи? And it's more fun talking to prospects when they lean forward. Поверьте, намного веселее разговаривать с потенциальными клиентами, вообще с любым собеседником, если он наклоняется к вам ближе. And when you say only 3 things, they say, well, it's only going to take a minute. I can relax. И потом, когда вы говорите, всего 3 вещи, он сразу начинает думать, да, действительно, это займет всего лишь 1 минуту, значит, можно расслабиться. How many people here ever gave a presentation to somebody who was leaning back? Кто из вас когда-либо делал презентацию перед человеком, который отстранялся от вас?
That's not so comfortable, is it? Не очень удобное воспоминание, да? So I like when people are leaning forward. Но я лично предпочитаю, когда люди наклоняются ближе ко мне. So then I say this. После этого я говорю. Number one, don't change. Первое, не меняйся. Now, how do people feel about change? Что вообще люди думают по поводу перемен? They hate change. Они, люди, ненавидят перемены. When I tell them they don't have to change, they get pretty happy. Когда я людям говорю, что им не нужно меняться, они чувствуют себя достаточно хорошо. They're thinking, don't change. Они думают, так, не меняться? Excellent. Здорово. Excellent. Здорово. Oh, you want to use the sentence? Excellent. That's fine. Okay. So, how many people think you could do this first little part? How many people here think that you could do this first little part? Как вы думаете, кто из вас способен выполнить, проговорить вот эту первую часть? I'm going to ask you to grab your partner. Я сейчас хочу попросить, чтобы вы обратились к вашему партнеру. You're going to grab your notes. Возьмите записи. You're going to read it to them. Прочитайте то, что вы сейчас написали. And it sounds something like this. И пусть это звучит примерно так. If you like to earn an extra 10,000 rubles a month, you need to do these three things. Если ты хотел бы зарабатывать дополнительные 10 тысяч рублей в месяц, тебе нужно будет делать эти две вещи. Number one, don't change. Первое, ни в коем случае не меняйся. Just be yourself. Просто оставайся с собой. Continue to recommend things you like. Продолжай рекомендовать те вещи, которые тебе нравятся. Like your favorite sports team or your favorite place to Твоя buy things on любимая sale. спортивная команда или любимая распродажа и магазин. And then stop right there. А после этого просто остановись. Number two. Номер два. We're going to describe our business. Мы здесь опишем наш бизнес. Oh wait, we've already done that. Подождите, но мы же это уже сделали. Remember? Помните? We're just going to explain what we did before break. Мы им просто объясним то, что мы сделали перед перерывом. So it's going to sound like this. Это будет звучать примерно так. If you'd like to earn an extra 10,000 rubles a month, you need to do these three things. Если ты хочешь зарабатывать дополнительные 10 тысяч рублей в месяц, тебе необходимо делать эти три вещи. Number one is, Номер один. don't change. Не меняться. Be yourself. Быть собой. Continue to recommend your favorite things, Продолжать рекомендовать свои любимые вещи. like your favorite music or TV show. Твоя любимая музыка или телешоу. Number two, Номер два. we are in the insurance business, Мы в страховом бизнесе. which means Что значит, we show young families мы показываем молодым семьям how if something ever happens to the husband or wife, способ защитить себя, если что-то происходит с женой или с мужем, they'll never have to worry financially again. чтобы не волноваться финансово снова. The insurance company will take care of that. В случае наступления что страховая компания позаботится. Or we might say, number two, Или мы можем сказать, номер два, we're in the skincare business, мы в бизнесе по уходу за кожей, which means we have this magic cream что значит, что у нас есть этот волшебный крем, that gets rid of wrinkles around your eyes который разглаживает морщины вокруг глаз. and makes you look 20 years younger in only 45 seconds a day. Если вы будете его использовать только 45 секунд в день, он делает вас моложе, вы выглядите моложе. Or you might say this, Или вы можете сказать, number two, номер два, we're in the health industry мы в индустрии здоровья, and we have this magic ginseng drink. и у нас есть такой особый волшебный женьшеневый напиток, If you just drink it once a day, который, если вы пьете всего лишь один раз в день, it makes you feel like you're 16 years old all over again, он делает так, что вы начинаете себя ощущать 16-летним снова. but with better judgment. Но, естественно, с более хорошей головой. So you're just going to describe your business, which is number two. Вы на этом втором шаге, вы просто объясняете ваш бизнес. How many people here think you can do this? Кто из вас считает, что он в состоянии это сделать, что он способен это сделать? Now, the easiest way to learn a skill Самый легкий способ привить себе навык is to actually do it. – его сделать. So we're going to practice it right here. Прямо сейчас мы опять будем практиковаться. It's the first time you do something new. It's a little bit uncomfortable. Потому что, когда вы делаете что-то новое в первый раз, это немножечко неудобно.
But we're going to get rid of the uncomfortable part now. Вот с неудобством мы сейчас... I'm going to ask you to grab your partner. Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас обратились с партнером. And you're going to read your notes. И вы можете использовать ваши записи, прочитать оттуда. All the way through number 2. И все до пункта 2 включительно. So you're going to explain your business. Вы объясните ваш бизнес. Everybody ready? Все готовы? Grab your partner. Вернитесь к вашему партнеру. And say, if you like to earn an extra 10,000 rubles a month. И скажите, если ты хочешь зарабатывать дополнительные 10 тысяч рублей в месяц, Let's begin. значит, All you have to do is все, что тебе нужно будет сделать, это all you have to do is все, что тебе придется сделать, это everybody have that written down? все списать. Now the rest is going to be different for everybody here. Вот все последующее, что вы дальше запишете, будет отличаться для разных людей. Because you're all in different types of businesses. Потому что мы все находимся в разных типах бизнеса. You all do your businesses different ways. Вы все ведете свой бизнес по-разному. So you're going to have to make your own step 3. Вам нужно будет создать свой собственный шаг номер 3. Now step 3 is where we're going to explain what they have to do. Шаг номер 3 – это то место, где мы собираемся объяснить, что же им необходимо будет сделать. Now at this point in their career, do they need to know every percentage of the compensation В plan? настоящий момент их карьеры им необходимо вообще знать вот абсолютно все проценты в маркетинг-плане, как они действуют. They can learn that later on in training. Это они смогут узнать намного позже, во время тренинга. All they want to know now is То, this. что они хотят узнать сейчас, это следующее. Generally, what would I have to do Например, в общих чертах, что мне нужно делать to earn that money? для того, чтобы зарабатывать эти деньги. So we need to answer it in a very simple И way. нам нужно очень простым языком, очень простым способом ответить им на этот вопрос. So they would know exactly the activity they would have to do to earn the Для money. того, чтобы они знали в точности, какого рода деятельностью им придется заниматься, что им нужно будет делать для того, чтобы зарабатывать эти деньги. So I'm going to give you several ways of saying it. Я вам дам сейчас несколько способов, несколько путей, вот как это можно проговорить. But you're going to pick the way that's best for your Но business. вы выберете именно тот способ, который наиболее подходит для вашего бизнеса, для вас. Now here's one way of saying it. Вот один из способов, как это можно сказать. It might work really good if you had a sample of a skincare or a sample of a И vitamin. он очень может хорошо работать, если у вас распространена практика вот, раздачи образцов крема или образцов витаминов в вашей компании. You'd say this. Вы бы тогда могли сказать, All you have to do is все, что тебе придется делать, или все, что тебе нужно будет сделать, every day pass out a sample of this skincare or vitamin. это каждый день раздавать по одному образцу крема, либо витамина. And at the end of about 90 days, И на протяжении, в конце 90 дней, you'll have enough people using the product у тебя будет достаточно людей, использующих продукт, or you might say it this way instead. или вы можете сказать это другими словами. All you have to do is Все, что тебе нужно будет сделать, это every day loan out one CD каждый день одалживать всего один компакт-диск. Или давай послушать один компакт-диск. that explains how our product or business works. На котором объясняется, как работает наш продукт и наш бизнес. And at the end of about 3 months, И в конце 3 месяцев you'll have enough people у тебя было достаточное количество людей, that have joined or using the product которые вступили либо используют продукт,
If you're in insurance, you might say this. Если вы в страховании, вы можете сказать, All you have to do is, все, что тебе нужно сделать, это sometime during the month, когда-то, на протяжении месяца, find 2 families найти 2 семьи, who want to save money and be insured for the future. которые хотели бы сэкономить денег и застраховаться от будущего. Ну, застраховать себя на будущее. Сказанул, да? Or you might say this. Или вы можете сказать, All you have to do все, что вам нужно сделать, is between you это между тобой and everybody that you talk to. и всеми остальными людьми, с кем ты поговоришь, And everybody that they talk to, и всеми, с кем они поговорят, forever and ever and ever. на веки вечные, Get about 25 people using the product. собралось всего 25 людей, которые начнут использовать этот продукт повседневно. Or you might say this. Или вы можете сказать, All you have to do все, что тебе нужно будет сделать, is every week это каждую неделю bring 2 guests to the opportunity meeting. приводить по 2 гостя на встречу по предоставлению возможностей. And at the end of about 3 months, А через 3 месяца you'll have enough people in your group. у тебя будет достаточно людей в твоей группе. So those are just some of the ways that you can explain it. Вот это были просто несколько путей объяснения того, вот как вы можете это объяснить. Of what they would have to do. Что им необходимо делать. These are not the only way. Это не единственные способы. But they just generally want to know what they have to do. Но люди в общих чертах хотят знать, что им нужно будет делать. Now, no matter which explanation you choose, Совершенно не важно, какое объяснение вы выберете для себя. at the end of your explanation, В конце вашего объяснения you're going to say these words. вы скажете следующие слова. You might want to write them down. И я думаю, вы захотите сейчас их записать. And then you would earn И тогда ты начнешь зарабатывать. И тогда ты будешь зарабатывать. then you would earn И тогда ты будешь зарабатывать. an extra 10,000 rubles a month. Дополнительные 10 тысяч рублей в месяц. Now, why do we say that at the end? Почему мы это говорим в конце? Because it reminds them that they'll be earning 10,000 a month. Потому что это им напоминает, что они будут зарабатывать 10 тысяч в месяц. It lets them know that we're finished. Это позволяет им также знать, что все, мы закончили. And it also tells us to shut up and stop talking. А в то же самое время это говорит еще нам, что пора замолчать и прекратить разговаривать. So step number 3 is going to sound like this. Поэтому шаг номер 3 будет звучать так. You might say this. Вы можете сказать, например, All you have to do все, что нужно сделать, is loan out 1 CD a day. это одалживать, вот давать послушать один компакт-диск в день. And at the end of 3 months, И в конце 3 месяцев you'll have enough people interested in your product and business. у тебя будет достаточное количество людей, заинтересованных в твоем продукте и бизнесе. And then you'll earn an extra 10,000 rubles. Тогда ты начнешь зарабатывать дополнительно 10 тысяч рублей в месяц. Or you might say this. Или же, All можешь you, сказать, all you have to do is все, что нужно сделать, это bring 2 people every week to the opportunity meeting. приводить 2 человека в неделю, нового человека, на встречу по предоставлению возможностей.
And at the end of 3 months, и в конце 3 месяцев you'll have enough people on your team. у тебя будет достаточное количество людей в группе. And then you would earn an extra 3,000 И rubles. тогда ты будешь зарабатывать дополнительные 10 тысяч рублей в месяц. Everybody got it? Все поняли? I'm going to ask you to grab your partner. Я сейчас попрошу вас And your partner's going to say this. схватиться за вашего партнера, и ваш партнер скажет: So what do I have to do? что же мне надо делать? You're going to grab your notes. Вы возьмете записи And you're going to say all you have to do is. и скажете, все, что нужно сделать, это. And you're going to finish it up by saying, and then you earn an extra 10,000 И rubles. закончите это предложение словами, и тогда ты будешь зарабатывать 10 тысяч рублей в месяц дополнительно. Everybody ready? Все готовы? Let's begin. Давайте начнем. All right. We want to practice it here so we're good when we leave. Почему мы это делаем? Мы это практикуем здесь, для того, чтобы когда мы будем выходить из зала, мы уже были профессионалами. Мы были бы уже хороши в этом, да? So I'm going to ask you Сейчас я попрошу вас to put all 3 steps together. сложить эти все 3 шага, все эти 3 части вместе. When you put all 3 steps together, it's going to be easy. Когда вы сложите вместе все эти 3 части, да, все становится легко. Now, when you first heard me do a 1-minute Когда presentation, вы впервые услышали, как я провожу одноминутную презентацию, I bet you thought this. я могу поспорить, что вы тогда подумали: Wow, that's really good. ого, звучит здорово, классно. But now you know the secret. Но теперь-то вы знаете секрет. It's easy. Все легко. But your prospects will say this. Но ваш потенциальный клиент тогда скажет: Wow, that's really good. ого, действительно здорово. They're going to be impressed. Они будут действительно под впечатлением. So we're going to do the entire presentation Поэтому что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем полностью, проведем презентацию. beginning to end. С начала и до самого конца. And when we're done, then I'll show you how to close. А когда мы закончим с этим, я вам покажу, как завершать. Завершающий аккорд презентации. So let's make sure we have our presentation down good first. Но вначале давайте убедимся в том, что наша одноминутная презентация, ее основная часть, уже отскакивает от зубов у нас хорошо. Now, I'm going to do one as an example, Я сейчас еще раз в качестве примера прочитаю одну презентацию для вас. just so you can see that even I can do it. Для того, чтобы вы убедились в том, что даже я могу это сделать. So I might say this. Я могу сказать что-то типа следующего. If you like to earn an extra 10,000 rubles a month, you need to do these 3 things. Если вы хотите зарабатывать дополнительные 10 тысяч рублей в месяц, вам необходимо делать следующие 3 вещи. Number 1, don't change, be yourself. Во-первых, ни в коем случае не меняйся, будь собой. Continue to recommend things you like. Продолжай рекомендовать вещи, которые тебе нравятся. Like your favorite movie or your favorite restaurant. Как твой любимый ресторан или любимый фильм. Number 2, Номер 2. we're in the health business. Мы занимаемся бизнесом, связанным с здоровьем. And we have this magic ginseng drink И у нас есть такой особенный, волшебный напиток на основе женьшеня, that you drink first thing in the morning, который, если пить по утрам, and you have energy all day long. то есть ты же сразу начинаешь чувствовать, как у тебя энергия просто закипает, тебе весь день тебе хватает энергии. And we have 31 other wonderful Ну products. и, конечно, у нас еще где-то 31 других различных интересных, хороших продуктов есть. And all you have to do И все, что нужно сделать, is every day это каждый день ask 2 people, спросить 2 людей: do you feel tired? вы чувствуете себя устал? And do you want to feel better? И хотите ли вы что-то с этим сделать? And at the end of about 2 months, И в конце 2 месяцев примерно you'll have enough people using this у product, вас будет достаточное количество людей, использующих этот продукт. and then you'll be earning an extra 10,000 rubles. И тогда вы начнете зарабатывать уже дополнительные 10 тысяч рублей в месяц. So I can do it, Я могу. yeah? And you even have notes. А у вас даже есть записи. So Поэтому here's what I'm going to ask you to do. вот что я вас сейчас попрошу сделать. Grab a different partner. Сейчас я хочу, чтобы вы схватились за другого партнера. This way you get used to doing it with strangers. Вот сейчас у вас появится возможность это сделать с незнакомцем. Plus you get to meet somebody brand new. А плюс у вас есть возможность с кем-нибудь познакомиться. And your new partner's going to say this. И ваш новый партнер скажет вам: Oh, I got a minute. о, у меня есть минута. And you're going to say, А вы скажете: if you like to earn an extra 10,000 rubles a если month, бы ты хотел зарабатывать дополнительные 10 тысяч and you're going to do the whole и presentation. проводите вашу презентацию целиком.
We all ready? Вы все готовы? Let's grab our partners. Давайте встанем, возьмем другого партнера и начнем. All right, number one. Во-первых, How many people have a little bit of fun? кому из вас понравилось выполнять это задание? Number two. Номер два. How many people now believe it's possible to do a whole presentation in a minute? Кто из вас теперь верит, что возможно проводить презентацию в минуту? And we give them all the information they need to know to make a decision. Мы даем всю информацию, которую необходимо знать для того, чтобы принять решение. So do you think when you leave here today you could do a presentation in a minute with a stranger? Как вы думаете, вы будете в состоянии, когда вы сегодня покинете этот зал, проводить презентацию перед полным незнакомцем в течение 1 минуты? Could you teach this to your downline? Вы можете обучить этому ваших людей? But now you're thinking about this. Но вот сейчас вы начали думать вот о чем. But how do I close? Ну как же мне завершить How many закрытие презентации? people here are just a little bit afraid of closing? Кто из вас немножечко боится вот последних фраз в каждой презентации, заключения? Yeah, it's kind of uncomfortable, isn't it? Вот мы, люди, вот есть такой термин «закрывать», да, это как закрывать сделку и закрывать презентацию. И мы, как правило, люди не очень себя комфортно чувствуем с этим понятием «закрывать». What if somebody says no? А что если кто-то скажет «нет»? Well, that's not going to bother us. Ну, это нас не должно вообще-то волновать. Because our job is just to give them the information. Потому что, помните, наша работа, наша задача просто дать им информацию. The decisions they make is their life. Решения, которые они принимают, это их дело, это их жизнь. So we're not trying to manipulate them. Мы их не пытаемся ими манипулировать. We're not saying, please join. Мы не говорим, ну, пожалуйста, пожалуйста, вступай. We say, here's the facts. Мы говорим, вот они факты. So what are we going to say for our close? Но что в качестве закрытия мы можем использовать? Что мы можем сказать в конце? Well, here's one of my favorite closes. Вот один из моих самых лучших закрывателей, моих любимых закрывателей. You might want to write it down. Это закрытие вы, может быть, захотите даже записать. It goes like this. Звучит оно так. Well, Итак, what do you think? и что же ты думаешь об этом? So I finished my presentation by saying this. Итак, я закончил свою презентацию словами. And then you earn an extra 10,000 rubles a month. И заработал... And then you earn an extra 10,000 rubles. Я закончил эту презентацию следующими словами, и после этого ты можешь зарабатывать свои дополнительные 10 000 рублей в месяц. Well, what do you think? Что ты думаешь об этом? Now, why do you think I say this for my close? Как вы думаете, почему я использую эту фразу в качестве закрытия? Do you know why I chose the question, what do you think? Вы знаете, почему я выбрал вопрос? И что же ты думаешь об этом? Because I want to know what they think. Потому что я на самом деле хочу знать, что они думают об этом. Or else I would have asked a different question. Иначе я бы задал совершенно другой вопрос. So here's what people tell me. Вот что мне люди говорят. They say, I don't think so. Мне люди говорят, я так не думаю. Sounds like work. Звучит, I have an allergy toward work. звучит, все, что ты сейчас сказал, звучит как то, что нужно работать. А у меня аллергия на работу. And I say, great. Я говорю, здорово. Let's have another beer. Пошли по пивку. Пойдем. Or I say, what do you think? Я говорю людям, что же ты думаешь об этом? And they say, yeah, sounds good. Они говорят, да, звучит неплохо. I think I'd like to do it too. Мне кажется, что я бы тоже хотел этим заниматься. Here's a second close you could use. Вот еще одно закрытие, которое вы могли бы использовать. Второе. Maybe, well, what do you think sounds like too much high pressure. Может быть, для кого-то из вас покажется, что фраза типа «что же ты думаешь об этом» звучит как слишком сильный прессинг. So you can say this instead. Вместо этого вы можете тогда использовать другую фразу. And И that's it. это все. So I finished my presentation by saying this. And here's what they say. Вот что они мне тогда говорят.
Oh, sounds too hard for me. Звучит слишком тяжело для меня, слишком трудно. I'm a full-time loser. Дело в том, что я на 100% и постоянно занят тем, что я неудачник. I'm a professional victim. Я профессиональная жертва. I can't do anything to improve my Я life. вообще ничего не могу сделать, чтобы усовершенствовать свою жизнь. And I say, great. Я говорю, здорово, Let's have another beer. пойдем по пивку. Or they might say, and that's it. А я говорю, это все? Well, I guess I could do that. И они говорят, я думаю, я тоже бы с этим справился. So how do I get started? Так как начать? Would you like another close? Хотите еще одно закрытие? Here's our close. Вот как оно звучит. And the rest is up to you. А все, что потом, уже зависит от тебя. Все, что далее, зависит от тебя. So I finish up my presentation by saying this. Я заканчиваю презентацию словами. And then you earn an extra 10,000 rubles a И month. тогда ты будешь зарабатывать свои дополнительные 10 тысяч рублей в месяц. And the rest is up to you. А все, что дальше, зависит от тебя. And I say, So that is cool. and they say, well, that's all there is? И они говорят, а что, и это все? So yeah, Я говорю, да. the rest is up to you. Все остальное зависит от тебя. Все, что дальше, зависит от тебя. And they're going to tell me their decision. И они мне говорят свое решение. And if they want to join, great. Если они хотят вступить, здорово. If they don't want to join, Если не хотят вступать, let's have another beer. пойдем по пивку. Great. Здорово. How many people here think you can close? Кто из вас теперь считает, что вы умеете закрывать? Закрывать презентации. We're handling people just like they were an adult. То есть что мы делаем? Мы ведем себя с людьми, так себя, ведем с ними, как будто они взрослые. We give them the facts, То есть мы им даем факты. and we say, you know, that's it. И в конце говорим, да знаешь, это все. Now, some of you probably want to use a high-pressure close. Может быть, кто-то из вас просто предпочитает, вам нравится использовать закрытие, которое просто прессингует, очень напряженное. How many people here would like to learn at least one high-pressure Кто из close? вас хотел бы узнать хотя бы одно вот такое Right? прессинговое закрытие? Here's the high-pressure close. Ну, хорошо, вот закрытие, прессинговое. And then you earn an extra 10,000 rubles a month, И после этого ты начнешь зарабатывать дополнительные 10 тысяч рублей в месяц, and the rest is up to you. а все, что дальше, зависит от тебя. That's it. И все. What do you think? Что ты думаешь? So can everybody now close? Так, теперь все могут закрывать презентации. It's not hard. На самом деле это не сложно, это не сложно. It will never be embarrassing. И никогда, поверьте, вас не будет ожидать какие-то разочарования, связанные с этим. It's just like recommending a movie. Это то же самое, как рекомендовать фильм. You give people the facts, Вы просто людям даете, взрослым людям, факты, and the rest is up to them. а все остальное уже зависит от них. It's their life. Это их жизнь. Now I tell you why I love the one-minute presentation. Я вам сейчас скажу, почему лично я очень люблю одноминутные презентации. Because in 1 minute you are done. Потому что 1 минута и все, вы свободны. You don't have to waste 20 minutes or 30 minutes or an hour explaining it to a Вам не prospect. надо тратить 20 минут или 30 минут или даже часы, объясняя что-то потенциальному клиенту. And then at the end of the hour they say И no. в конце вот этого часа, вот вы проработали, и вам говорят, нет. And the prospect likes it more. И потенциальному клиенту, кстати, 1 минута тоже больше нравится. Let me show you. Вам сейчас покажу. I come up to you and I say this. Я прихожу к вам и говорю, I can give you a long presentation я могу провести перед тебе сейчас длинную презентацию or a short presentation. или короткую презентацию. Which one would you prefer? Какую бы ты предпочел? In almost 100% of the cases, you're going to say the short one. Практически в 100% случаев вы скажете короткую презентацию. Now, if you like a short presentation, Если вам нравится короткая презентация, don't you think your prospects will too? то как вы думаете, вашим клиентам она тоже может понравиться?
And because you answer the three basic questions so completely, из-за того, что вы исчерпывающе ответили на 3 основные вопроса, которые хотят знать клиенты, you're almost never going to have any questions. вы практически никогда не будете сталкиваться с вопросами. Here's some questions that you used to get. Вот вопросы, которые вы привыкли получать, как правило. That you won't get any longer. You won't hear anymore. Есть вопросы, которые вы привыкли уже получать после ваших презентаций. Но сейчас вы больше их не будете получать. Oh, this sounds like a pyramid. Is this a pyramid? Это звучит как пирамида. Это пирамида? Well, people don't know what a pyramid is. Люди не знают, что такое пирамида. They're just saying that Они просто это говорят. to avoid listening to a long presentation. Того, чтобы сэкономить себе время, чтобы избежать прослушивания длинных презентаций. Most of the questions you've heard before Большинство вопросов, которые вы слышали раньше, are designed to prevent having to listen to a long presentation. они созданы таким образом и для того, с единственной целью, чтобы избежать возможности слушать длинную презентацию. So when you close, Когда вы закрываете and you say that's it, и говорите это все, they're not going to have any questions. у них не будет вопросов. Maybe they have one question, maybe two at the most. Может быть, у них будет один вопрос, может быть, два, но это максимум. And that's because they're green. И это только в том случае, если они зеленые. So what might they ask you? Так что они могут вас спросить? Well, how much it costs to get started? Сколько стоит вступление? Сколько нужно денег, чтобы вступить, чтобы начать? That's the only question I ever get. Вообще, на самом деле, это единственный вопрос, который я получаю. So, if they are not interested, Если они не заинтересованы, they're not even going to ask that question. они даже не зададут этот вопрос. They're going to say this. Они скажут, No, I'm not interested. нет, мне не интересно. Let's have another beer. Пойдем еще по пиву выпьем. But if the only people that ask how much it costs to get started are the people that are interested. Единственные люди, которые задают вопрос, сколько это стоит и что нужно делать, чтобы начать, это люди, которым это действительно интересно, они заинтересованы. So let me teach you how to answer questions. Давайте я вас сейчас научу, как отвечать на вопросы. If somebody asks you a question, Если кто-то задает вам вопрос, answer it as honestly as you possibly can. отвечайте как можно честнее. And if your answer disqualifies them, И если ваш ответ их разочарует, that's okay. это нормально. It's just not for them. Просто это не для них. So let's say they ask this question. Ну, к примеру, если они задают вам вопрос, How much does it cost to get started? сколько стоит вступление, сколько надо заплатить, чтобы начать? I think you ought to tell them. Я думаю, что вам необходимо ответить на этот вопрос. I mean, how long can you keep it a secret? На самом деле, сколько времени вы можете это держать в тайне? So how much does it cost to get started in your business? Сколько же стоит вступление в ваш бизнес, чтобы начать ваш бизнес? Nobody knows. Никто не знает? 500? 300 долларов. Okay? Хорошо. All right, let me give you a way of answering the question. Давайте я вам сейчас покажу, как можно отвечать на этот вопрос. They say, how much does it cost to get started? Он задает вопрос, сколько это стоит начать ваш бизнес? And you say, 5,000 rubles. 5000 рублей. And they go, oh. И они сразу, And they instantly die of a heart attack. и мгновенно падают и умирают от сердечного приступа. That probably means no. И это, наверное, значит нет. Or they say, 5,000 rubles? Или они говорят, 5000 рублей? Is that all? И все? He said, well, I made a mistake. И вы говорите, ой, я ошибся, извини, 50 тысяч. They say, 5,000 rubles? Они говорят, 5000 рублей. I can get new TV for that. Да за эти деньги я новый телевизор могу купить. Say, let's have another beer. Вы говорите, по пиву?
It's not hard. Это не сложно. I mean, what if they ask this question? Но почему они нам вообще задают эти вопросы? Does this opportunity require work? Это что, вот это вот вообще, вот эта возможность, которую вы предоставляете, она требует, чтобы еще и работать надо, да? What would you say? Что вы ответите? Yeah. Конечно. I think you say, oh, I can't do anything that requires work. Если они вам говорят, я ничего не могу делать, если требуется работать, You're done. все, вы закончили. Let's have another beer. Попил. So there's no magic about answering a question. На самом деле не существует никакой магии, никакого волшебства в умении отвечать на вопросы. If they disqualify themselves, that's their business. Если они дисквалифицируют сами себя, все, это их дело. They say, I would never pay 300 rubles to get started. Я никогда никому не заплачу 300 рублей, чтобы только начать. I'm going to be a professional loser all my life. Лучше я буду профессиональным неудачником всю свою жизнь. What are you going to say? Что вы на это ответите? Let's have another beer. Попил. Answering questions is easy. Отвечать на вопросы легко. So let me tell you the real reason I like a 1-minute presentation. Давайте я вам теперь расскажу настоящую причину, почему я люблю одноминутные презентации. Almost everybody you talk to Абсолютно практически все, с кем вы разговариваете, loves your product and service. обожают просто ваш продукт и сервис. Everybody you talk to Все, с кем вы говорите, would love earning more money. будут любить вообще возможность зарабатывать больше денег. But do you know why they really tell you no? Вы знаете, почему на самом деле они говорят вам нет? Is because they don't think they can do it. Потому что они думают, что они этого сделать не могут. They think they might join and not be successful. Они думают, что ладно, я вступлю и не стану успешным. It might be too hard. Это может оказаться слишком тяжелой ношей для меня. And then their friends will make fun of А them. потом мои друзья будут надо мной смеяться. So they look at you and they say this. Они смотрят на вас и говорят себе, Oh, you did a perfect 1-hour presentation. о, ты провел идеальную одноминутную презентацию. And you're such a professional Ты salesman. такой профессиональный продавец. And you have a clean tie on. И вот на тебе одет чистый галстук. I could never do that. Да я никогда, чтобы я так никогда не смог. But I don't want to say I'm a professional loser. Но я не хочу, конечно, признавать себя профессиональным неудачником. So I better make up some excuse. Поэтому лучше мне придумать какую-нибудь причину, So they'll tell you this. весомую. И вот они вам говорят, Oh, I can't join. ой, я не могу вступить. My cat has allergies. У моего кота аллергия. And what are you going to say? И вы скажете, Have another beer. «Попил». When you do a 1-minute presentation, Когда вы проводите одноминутные презентации, what are people thinking? что думают люди? I could do that. Ну, я это тоже могу. And you've overcome the biggest objection to people joining. Таким образом, вы преодолеваете самое серьезное, самое крутое возражение, из-за которого люди не вступают на самом деле. Your prospect's thinking this. Ваш потенциальный клиент думает, All I have to do is bring 2 guests to the meeting every week. все, что мне нужно, это приводить 2 гостей на встречи каждую неделю. I can do that. Я могу это. Or Или, if somebody asks me to explain it, если мне кто-то попросит это объяснить, I can do it all in 1 minute just like you did it. я могу это сделать вот точно так же, за 1 минуту, точно так же, как ты это делаешь. I can do that. Я могу это. The number one reason people don't join is this. Причина номер 1, почему люди не вступают. They can't see themselves doing it. Они просто не видят себя в этой роли. Они не могут себя представить, как вот это они делают физически. And you've solved that with a 1-minute presentation. А одноминутной презентации вы сразу этот страх вы его решаете. So if you give somebody a 1-minute presentation, Поэтому, если вы даете кому-то одноминутную презентацию, and your 1-minute presentation isn't very good, и ваша одноминутная презентация, ну, она слабенькая, она не очень хороша, they're going to appreciate a 1-minute presentation that's imperfect. они будут вам очень признательны за то, что вы провели одноминутную презентацию не идеальную, Much more than a perfect 1-minute or 1-hour presentation. намного больше, чем если бы вы провели не идеальную одночасовую презентацию.
And if you leave here today, Если вы сегодня отсюда уйдете, you give somebody 1 minute presentation. вы будете проводить перед кем-то одноминутную презентацию. And it is terrible, it is awful. И эта презентация будет просто ужасная, она будет кошмарная. Do you know what the prospects think? Вы знаете, что будет думать ваш потенциальный клиент? I'm going to make a fortune. Look at you. Да я вообще кучу денег заработаю. Посмотрите на этого клоуна. So everybody ready to learn how to do a 1 minute presentation for 100,000 rubles a month? Все готовы теперь услышать презентацию одноминутную на 100 тысяч рублей в месяц? Alright, let's see how to do it. Ну давайте посмотрим, как же это сделать. We're going to start out by saying what? Мы начнем со слов каких? If you'd like to learn an extra Если бы ты хотел зарабатывать дополнительные 100,000, 100 тысяч, you have to do these. тебе нужно делать эти Number 1 is, вещи. Номер один это number 2, we are in a business, мы в бизнесе, which means, который что означает? number 3, Номер три. all you have to do Все, is, что тебе нужно делать, это... that part we have to change. Так, ну вот эту часть мы должны поменять немножко. So how do we explain what they have to do to earn 100,000? Вот как нам объяснить, что им необходимо делать для того, чтобы зарабатывать 100 тысяч? Well, let me ask you this. Давайте я вам задам такой вопрос. If you were to personally sponsor 4 good leaders, Если бы вы лично проспонсировали 4 великолепных лидера, how many people here think you'd probably make 100,000 rubles? кто из вас считает, что вы бы могли зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц? So all they have to do is sponsor 4 good leaders. На самом деле, все, что вам необходимо делать, это проспонсировать 4 действительно хороших лидера. But we can't tell them that. Но этого же мы не можем им говорить. Because they don't know what a leader is. Потому что они не знают, что такое лидер. So we have to describe a leader in a way they understand it. Но на самом деле это значит, что мы должны просто описать этот термин лидер таким образом, чтобы они поняли. So here's exactly what you're going to say. И вот здесь вот сейчас точно все то, что вы собираетесь сказать. Word for word. Слово в слово. All you have to do Все, что вам нужно будет сделать, is sometime in your lifetime это в какой-то момент в вашей жизни find 4 people. найти 4. Людей. Let's find 4 people Найти 4 людей, who want a really good part-time income, кто бы хотели зарабатывать действительно хорошие деньги в свободное время, want a really good part-time income, кто бы хотел зарабатывать действительно хорошие деньги в свое свободное время, or a full-time income. или заниматься этим полностью. Все время, в смысле. Или заниматься этим все время. Now, you don't have to find all 4 people right away. Вы не найдете 4 людей сразу. Now, you don't have to find all 4 people right away. Простите, вы не обязаны найти 4 людей сразу. Там наш шучу. Pace yourself. Take your time. Pace. 1 a week, 1 a month, or 1 a decade.
одного в месяц, одного в день или одного в неделю. And then you earn an extra 100,000 rubles a month. И тогда вы начнете зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц. So let's see how that sounds. Давайте теперь посмотрим, как это звучит. If you'd like to earn an extra 100,000 rubles a month, Если ты хочешь зарабатывать дополнительные 100 тысяч рублей в месяц, you have to do these three things. тебе нужно делать вот эти три вещи. Number one, don't change for yourself. Ни в коем случае не меняйся, оставайся самим собой. Continue to recommend things like your favorite beer, your favorite automobile. Продолжай рекомендовать все те вещи, которые тебе нравятся, как твоя любимая марка пива или любимый автомобиль. Number two, we're in the health business, Номер два. Мы в бизнесе здоровья. which means Что значит? we have this special vitamin you take first thing every morning. У нас есть особый витамин, который люди выпивают первым делом с утра It gives you lots of energy и получают дополнительный заряд энергии and makes you happy all day long. и делает их счастливыми весь день. And number three, И номер три. all you have to do Все, что для этого нужно сделать, is sometime in your lifetime это когда-то на протяжении твоей жизни find 4 people найти 4 людей, who want a really good part-time income которые действительно хотят хороших денег, зарабатывать свое свободное время, or a full-time income. или же полное время посвятить этому. Now, you don't have to find all 4 special people right away. Ты не обязан находить этих особых людей сразу же. Pace yourself. Take your time. Не спеши. 1 a week, Одного в неделю, 1 a month, одного в месяц, 1 a decade. или одного в квартал. And then you earn an extra 100,000. И тогда ты начнешь зарабатывать дополнительные 100 тысяч рублей в месяц. So, what do you think? Итак, что же ты думаешь? How many people here believe that you could do a presentation for 100,000 rubles? Кто из вас теперь верит, что вы можете провести презентацию на 100 тысяч рублей? And I bet you just can't wait for your chance. Я просто вот прямо вижу, что вы просто не можете дождаться этого момента. Предоставить вам шанс нужно. So here's your chance. Вот он ваш шанс. We're going to ask everybody to stand up, Мы сейчас опять встанем, even the greens. даже зеленые встанут. Everybody stand up. Все встаньте, пожалуйста. Look around the room. Посмотрите вокруг. Find somebody you absolutely don't know. Найдите кого-то, кого вы до сих пор не знаете. And you're going to say if you like to earn 100,000 rubles a И month. говорите, если хочешь 100 тысяч рублей в месяц дополнительных зарабатывать. Now, you're not going to use the 1-minute presentation all the time. Дело в том, что вы не будете использовать одноминутные презентации постоянно. Let me give you an example of when you wouldn't use it. Я вам дам сейчас примеры, когда вы не будете их использовать. Have an opportunity. Например, на встрече по предоставлению возможностей. Somebody drives 1 hour to come to your opportunity meeting, Кто-то едет целый час для того, чтобы посетить вашу встречу по предоставлению возможностей, and the whole presentation is just 1 minute. и вся презентация длится 1 минуту. How are you going to feel? Как он себя будет чувствовать? And what if they arrive 1 minute late? А что если он на 1 минуту опоздал? So during the opportunity meeting, Поэтому во время встречи по предоставлению возможностей you got to have to make stuff up. вы должны выдумывать вещи. You got to do something to fill up the time. Вам нужно что-то, какие-то дополнительные придумать, чтобы заполнить пустое время. So show them a picture of the second story window of your company. То есть показать вначале там фотографию окна на 2-м этаже слева в офисе компании. Tell them that your company founder walks on water Сказать, что там президент компании ходит по воде, when it's frozen. когда она замерзнет. You can read a report from the University of Novosibirsk. Можете прочитать отчет, подготовленный университетом Новосибирска. Do something to fill up the time. Короче, заполните время чем-нибудь. Oh, you can show them the compensation plan. Конечно, вы можете там показать маркетинг-план. Nobody understands Все it. равно их никто не понимает.
понимает. But you want to do something to fill up the time. Но в любом случае, вам нужно что-нибудь делать для того, чтобы просто забить это время. But most times I use a 1-minute presentation. Но в большинстве случаев я использую одноминутные презентации. Sometimes I make it a little bit longer. Я иногда эти одноминутные презентации делаю немножко длиннее. Let me give you an example. Даю пример. I had lunch one day. Однажды я обедал My distributor joined me for lunch. в компании моего дистрибьютора, который присоединился. My distributor invited 12 people Мой дистрибьютор пригласил на этот обед еще 12 человек as guests for lunch. в качестве гостей. So they had 1 hour for lunch. И 1 час мы выделили на этот обед. And so it was a buffet, everybody got their food. То есть там был такой буфет, то есть все подходили, брали ту еду, которую они хотели. So we've been eating away for about 30 minutes. Но кушали мы примерно 30 минут. Everybody having a good time. Всем очень понравилось вообще проведенное время. Все наслаждались временем. Going back, getting more food. Они все время там курсировали, все больше еды приносили. Ну, понимаете, веселье. But I looked at my distributor. Но вот. I looked at my Но distributor. я смотрю на своего дистрибьютора, And he hadn't eaten anything. и он еще ничего не ест. Он не прикоснулся вообще к еде. He says, I'm so nervous. Он говорит, я так нервничаю. I invited these 12 people to lunch. Я пригласил этих 12 людей на обед. I promised that they'd hear a wonderful presentation. Я им сказал, что они услышат на этом обеде великолепную презентацию. Some people are going to have to leave soon to go back to work. И некоторым из этих людей придется уже скоро уйти, потому что им обратно на работу надо идти, а обеденный перерыв заканчивается. What are we going to do? Что же мы будем делать? I said, relax. Я сказал, расслабься. So I yelled down the table. Я собрал всех за столом. Said, hey guys, Сказал, ребята, as you know, you came here to hear a presentation. как вы уже знаете, наверное, вы сюда пришли для того, чтобы услышать презентацию. It takes about 20 minutes. И она примерно занимает 20 минут. But would it be okay Но я не знаю, вы не возражаете, если if we just make it 5 minutes long only? Only 5 minutes long. мы ее сократим и уместим в рамки 5 минут. And that way we have plenty of time to go back and get more И food. таким образом у нас высвободится дополнительное время, чтобы еще себе подложить еды. And everybody at the table said this. И все за столом сказали, Yay! So I say, if you'd like to earn an extra 10,000 rubles a month, ну я им сказал, если ты хочешь зарабатывать там, дополнительные 10 тысяч рублей в месяц, you need to do these 3 things. нам нужно будет делать 3 вещи. And I just spent an extra couple minutes on number 2. И следующие пару минут я просто застрял немножко больше на второй цифре. I described a few extra products. Я просто описал несколько дополнительных продуктов. And at the end of 5 minutes, И в конце этой 5 минутки I say the rest is up to you. я сказал, все, что дальше, зависит от вас. Let's hit the buffet. Пошли к буфету. On the way out, На выходе out of the 12 people that left, из ресторана, из 12 человек, 7 people told my new distributor this. 7 сказали моему новому дистрибьютору, Oh, call me later on. перезвони мне, I want to join. я хочу вступить. Come over to my house tonight. Приди ко мне домой сегодня, Help me get started. помоги мне начать. 7 out of 12 people instantly made a decision. 7 из 12 приняли мгновенное решение, прямо там. How many people here think that would be a fun way to do the business? Как вы думаете, для кого вот это показалось бы веселым способом ведения бизнеса? Now, people ask me this question all the time. Люди задают этот вопрос постоянно. Do you qualify your prospects before you give them a presentation? Перед тем, как проводить презентацию, вы как-то проверяете ваших потенциальных клиентов, они вообще подходят или нет? You don't want to waste time with unqualified people. Потому что не хочется тратить время на людей, которые не подходят для бизнеса. And I said, why? Я говорю, а зачем? They said, well, it only takes about 5 minutes to qualify them and see if they're a good candidate. Они мне говорят, всего 5 минут требуется для того, чтобы просто определиться, хороший кандидат перед вами или плохой. And I said, so you want me to waste 5 minutes И я им говорю, так, ребята, вы хотите, чтобы я потратил 5 минут их времени to see if they're a good candidate? для того, чтобы увидеть, хороший они кандидат или плохой. And if they are a good candidate, А если они хороший кандидат, then I will give them a presentation. то тогда я ему еще буду проводить презентацию. Or couldn't I just do this? А могу я просто сделать вот что? Couldn't I just give everybody a 1-minute presentation Просто провести всем одноминутную презентацию and save all that time? и сэкономить все это время.
So I love using the 1-minute presentation. Я, признаюсь, я люблю использовать одноминутную презентацию. How many people are going to give somebody a 1-minute presentation tonight? Кто из вас сегодня проведет одноминутную презентацию кому-нибудь из людей? Is that a do or is that a try? Это попытка или это действие? So here's your homework. Тогда вот ваше домашнее задание. Tonight when you get home, Сегодня, когда вернетесь домой, you have to give somebody a 1-minute presentation. вам нужно будет провести одноминутную презентацию для кого-то. So you might say to your dog, sit. Может быть, вы придете домой и скажете своей собаке сидеть. Or you might call your mom. Или позвоните вашей маме. Say, hey mom, got a minute? Мама, у тебя есть время? У тебя есть минутка? You might grab a neighbor Или, может быть, вы столкнетесь на лестничной клетке с соседом. and say, I spent a whole day at this seminar. Я целый день на этом семинаре был. And part of my homework И часть моего домашнего задания is I got to do a 1-minute я должен presentation. провести одноминутную презентацию. Would you please listen to my 1 minute? Ты можешь меня 1 минуту, пожалуйста, послушать? And your neighbor will say this. И ваш сосед вам скажет, Sure. конечно. It's going to take longer than a minute to get ready. Если больше минуты, он от вас избавится. Get it over with. Давай, начинай. And guess what? Угадайте. Your neighbor might want to join. Очень может быть, что ваш сосед вдруг решит вступить. So tonight, Поэтому сегодня everybody has homework. у всех есть домашнее задание. By the way, how many people did your homework yesterday? Кстати, кто из вас сделал домашнее задание вчера? How many just tried? А кто из вас попытался? Well, I was going to talk to them, Ну, я собирался поговорить с вами. but they didn't look very friendly. Но я хотел поговорить с этими людьми, но они как-то не очень дружелюбно выглядели. And I was tired. И я устал. And I couldn't remember 2 of the colors. И 2 цветов я не запомнил. And I was afraid it's going to be too hard. И мне показалось, что это будет слишком And I'm a сложно. professional loser. Вообще профессиональный неудачник. I'm a professional victim. Я профессиональная I жертва. don't want to mess that Я up. вообще не хочу ничего здесь менять. Все испорчу тогда. Do and try. Действие и попытка. So, how many people here feel you have the skill of how to give a 1-minute presentation master? Кто из вас сейчас чувствует себя мастером проведения одноминутных презентаций? So, during lunch, Во время обеда, while you're waiting in line, пока вы будете чего-нибудь ждать, say to the person in front of you, скажите человеку перед вами: hey, «Эй, got a minute? минутка есть?» Ready to learn a new skill? Вы готовы выучить еще новый навык? Now, how many people here ever set goals Кто из вас когда-либо в жизни ставил цели and failed to achieve them? и не достиг их? Well, now we know that one of the reasons is Ну, this. сегодня мы уже знаем, что одна из причин следующая. We didn't have the skills to get the job У done. нас просто не хватало навыков для того, чтобы это сделать, просто завершить эту работу. So now that we have the skills, Теперь, когда у нас есть навыки, we understand the 4 different мы personalities. понимаем 4 различных типа личности, We know what to say to them. мы знаем, что им говорить, We know how to do a 1-minute мы presentation. знаем теперь, как проводить одноминутную презентацию. We have enough skills to get У started. нас уже достаточно есть навыков для того, чтобы начинать. So now when we set goals, Теперь мы ставим цели, it should be и easy. если мы их ставим, все должно быть достаточно легко. So we're going to start learning a little bit about goal setting now. Мы сейчас немножечко начнем говорить о такой теме, как постановка целей. And then after lunch we'll finish it После обеда мы закончим эту тему, before we go on to the next skill. перед тем, как мы продвинемся к следующему навыку. So let's get started. Давайте начнем. There's 3 steps to effective goal setting. Существует на самом деле 3 шага эффективной постановки цели. You see, anybody can set a goal, Дело в том, что абсолютно любой человек может поставить цель. but achieving the goal is a little bit Но harder. достижение цели это уже немножко другая песня, это уже немножко посложнее. I bet you all know people who just set goals all the time. Я уверен, что вы знакомы с людьми, которые ставят цели перед собой постоянно. They never reach them. They never reach their goals. Никогда их не достигают.
But they feel good. Oh, I'm making Но progress. они чувствуют себя хорошо. О, я двигаюсь, я прогрессирую. But let's learn how to achieve our goal. Но давайте теперь научимся достигать. So step number 1. Шаг номер 1. We need to pick a goal. We need to choose a goal. Мы должны выбрать цель. And not just any goal. Не просто какую-то цель. We need to choose a goal that's within our control. Мы должны выбрать цель, которая находится в пределе нашей досягаемости, в пределе на зоне нашего контроля. You see, there's a lot of goals that you can choose that are not within your control. Дело в том, что существует огромное количество целей, которые вне зоны вашей досягаемости, вне зоны вашего контроля. Let me give you an example. Я вам дам пример. I could set this goal. Я бы мог поставить перед собой цель. I'm going to sponsor 2 people this week. Я проспонсирую двух новых дистрибьюторов на этой неделе. Well, that's not within my control. Но дело в том, что это вне зоны моего контроля. Because people have their own lives. Потому что у людей есть их собственные жизни. They make their own decisions. Люди принимают свои собственные решения. I can't make the decisions for them. Я не могу принимать решения за людей. But here is what would be within my control. Но вот что могло бы быть в зоне моего контроля. To talk to 2 people this week. Поговорить с 2 новыми людьми на этой неделе. That's something I can control. Это что-то, что я уже могу контролировать. Some people set goals like this. Некоторые люди ставят перед собой цель, как это. I want to get this certain person to love me. Я хочу, чтобы определенный человек в меня влюбился. But that's not within your control, is it? Дело в том, что это вне зоны вашего контроля. That's within their control. Это в зоне его или ее контроля. So I'm going to ask you to pick a goal. Я хочу, чтобы вы выбрали цель. Something totally 100% within your control. Что-то, что на 100% в зоне вашего контроля. And I'm going to ask you to pick a small Я goal. хочу, чтобы вы сейчас выбрали очень маленькую цель. Something easy. Что-то легкое. Because we're going to start building our goal muscle. Потому что мы сейчас начнем разрабатывать наши мышцы по But установке целей. I want you to start with something easy. Я хочу, чтобы вы сейчас начали с чего-то легкого. So let's take 30 seconds here. Давайте возьмем сейчас 30 секунд, паузу. I'm going to ask you all to write down a goal. Я всех попрошу всех сейчас в тетради записать цель. And it could be something like this. Она может звучать вот типа To do an opportunity meeting in my home провести встречу по предоставлению возможностей у меня дома on Thursday. в четверг. And I'm going to invite 20 people. И я приглашу на эту встречу 20 людей. Because inviting 20 people is within your control. Потому что пригласить 20 людей это в зоне вашего контроля. Getting 20 people to show up is not within your control. Заставить 20 человек прийти все-таки это уже вне зоны вашего контроля. Это посложнее. Or you might say, my goal is this. Вы можете сказать, моя цель такая. I'm going to pass out 20 catalogs about our product this week. Я собираюсь раздать 20 каталогов по продукции на этой неделе. That's within your control. Это что-то в зоне вашего контроля. To get 20 people to buy, that was not within your control. Заставить 20 людей купить 20 каталогов, это или 20 продуктов, это уже вне зоны вашего контроля. To get 3 people to join this week, not within your control. Заставить 3 людей вступить на этой неделе, это вне зоны вашего контроля. But to loan out 10 CDs about your opportunities, Но within your дать control. послушать 10 компакт-дисков по поводу вашей возможности, предоставляемой, это в зоне вашего контроля. To stop smoking, that's within your control. Бросить курить, это в зоне вашего контроля. But to get your spouse to stop smoking, Но is not within your control. заставить вашего супруга или супругу бросить курить, это вне зоны вашего контроля. To lose a kilo this week, Сбросить 1 килограмм на этой неделе, is that within our control? это в зоне нашего контроля. Darn. О-о. All right, I'm going to ask you to pick a goal that's within your control. Я хочу, чтобы вы сейчас выбрали цель в зоне вашего контроля. Прямо сейчас, 30 секунд. Выберите цель. Одну маленькую цель. Okay, how do we do? Хорошо, как получилось все? Прочитали? What do you think of your partner's goal? Что вы думаете по поводу цели вашего партнера? It's too easy, huh? Легко, да? Все просто. Was your partner's goal something like this? Как звучала эта цель? Типа To eat lunch. пообедать. 3.
Because setting goals is easy. Потому что на самом деле поставить цель просто. Achieving goals is a lot harder. Достигнуть ее намного сложнее. If you can learn this skill, Но если вы научитесь этому навыку, you can probably rule the world. очень может быть, что вы скоро станете властелинами земли. Now, before we go to lunch, Перед тем, как пойдем на обед, I'm going to ask you to do one thing. я вас хочу попросить кое-что для меня сделать. This is only going to take a minute, Это займет всего 1 минуту. but I'm going to ask you to grab your partner real quick. Но я хочу, чтобы вы сейчас очень быстро обратились к вашему партнеру. And this is going to be the last time you practice. Это будет последний раз, как вы практикуетесь. I want you to grab your notes, Я хочу, чтобы вы взяли записи ваши and I want you to read to your partner as fast as you can. и прочитать вашему партнеру как можно быстрее, как только вы можете, на что вы в состоянии. Your 1-minute presentation Вашу 1-минутную презентацию. for either 10,000 rubles a month or Либо 100,000. за 10 тысяч рублей в месяц, либо за 100 тысяч рублей. Is everybody ready? Все готовы? Grab your partner, Обернитесь к вашему партнеру. and let's see how fast you can do it. Let's Давайте begin. посмотрим, насколько быстро вы это можете сделать. Начали. Шаг номер 1 был достаточно простым. Step 2 Шаг 2. is a lot of people try this. Очень многие люди это пытаются сделать. They say, if I reach my goal, Они говорят, ну если я достигну своей цели, I'll give myself a reward. то я обязательно дам себе награду. It's sort of like saying this. Это вот типа того, мы говорим на самом деле что-то вот типа похоже на это. If I lose all the weight I want to, Если, if I lose all the weight, если я сброшу весь вес, который я хочу сбросить, I'll reward myself with a box of donuts. я подарю себе коробочку пончиков. But that doesn't work, Но это не работает. because here's how we think. Потому что вот как мы думаем. So if I lose weight Так, если я сброшу вес, by not eating donuts, не поедая пончики, once I lose the weight, then I can eat donuts. в тот день, когда я их сброшу, я сразу смогу их есть. Well, why do I have to do all that? Но зачем мне это все делать? Why don't I just eat the donuts right away? Почему бы мне прямо сейчас не начинать их просто есть? So having a reward doesn't work very well. Поэтому на самом деле вот эта технология, что наградить себя, она не очень хорошо работает. Let me tell you what does work. Вот я вам сейчас скажу, что работает. A penalty. Наказание. A penalty for not reaching your goal. Наказание за недостижение своей цели. Because we'll do a lot of things to avoid pain. Потому что мы, человеческие создания, мы готовы сделать очень много вещей для того, чтобы избежать боли. So our idea is this. И наша идея следующая. Pick a penalty Выбрать наказание, that is so terrible которое настолько жуткое, that you're sure to make your goal so you don't have to pay the penalty. такое страшное, что вы сделаете все возможное, чтобы достичь вашей цели, только чтобы не получить это наказание. Now, about 8 years ago, Примерно 8 лет назад I set a goal to lose weight. я поставил перед собой цель сбросить вес. I set a goal to lose 13 kilos. И моя цель была сбросить 13 килограмм. And I said I had to lose it by January 1. И я сказал, что я должен сбросить эти 13 килограмм к 1 января. And I picked a penalty. И я выбрал для себя наказание. I had to pick a penalty that was not logical, Я должен был выбрать себе наказание, которое было бы нелогичным, but emotional. но очень эмоциональным. So here's the penalty I chose. Вот какое я выбрал себе наказание. Now, 8 years ago, we had a president named Bill Clinton. Но, если вы помните, 8 лет назад у нас в Соединенных Штатах был президент по имени Билл Клинтон. Anybody here remember Bill Clinton? Помните такого человека, Билл Клинтон? You either loved Bill Clinton И в Америке было как? Вы либо обожали Билла Клинтона, or you didn't like it. либо терпеть его не могли. Well, I didn't love him. Скажем так, я его не любил. So here's my penalty. И вот какое я выбрал наказание для себя. I said if I didn't lose 13 kilos, Я сказал, что если я не сброшу 13 килограмм, I was going to donate то я пожертвую 25,000 rubles 25 тысяч рублей to the Bill Clinton Legal Defense Fund в фонд защиты Билла Клинтона, то есть юридический фонд защиты Билла Клинтона, to pay his lawyers для того, чтобы из этого фонда оплачивались услуги его адвокатов, to defend him against all the women that were filing защите suit. против всех тех женщин, которые подавали на него в суд за сексуальное домогательство.
Now, I didn't really like Bill Clinton, Скажем так, я не очень люблю Билла Клинтона. and I hate lawyers. А адвокатов я не люблю еще больше. So for me to pay 25,000 rubles to them would be terrible. Поэтому для меня заплатить вот сумму в размере 25 тысяч рублей вот этой группе людей, это было бы ужасно. It was very emotional. Она была очень эмоциональная. Now, if I was a Bill Clinton supporter, Вот если бы я был поддерживающим Билла Клинтона человеком, it would have been easier. то для меня было бы все намного проще. So me, it was a terrible penalty. It was a terrible penalty for me. Для меня то, что я выбрал, оказалось очень эмоциональным, очень ужасным наказанием. And I nearly starved myself to death to reach that goal. И я чуть ли не в голодные обмороки падал, лишь бы достичь этой цели. There was no way I was going to let my friends watch me pay 25,000 rubles. То есть у Билла Клинтона не было никаких шансов, чтобы я ему заплатил эти 25 тысяч рублей. And here's what I'm going to ask you to do. И вот что я бы хотел, чтобы вы сделали. You have to pick a penalty that's so awful, Вам нужно выбрать наказание для себя, которое будет таким ужасным, so emotional, таким эмоциональным, that there's no way you're not going to achieve the goal you set. что просто не будет никаких шансов, чтобы не достичь этой цели. Now, would you like some examples of some penalties people have chosen in the Вы past? хотите услышать примеры, которые люди выбирали в прошлом? One person said this: Однажды один человек сказал: I won't smoke a cigarette for a whole week. я не буду курить сигареты на протяжении целой недели. Now, for him, that's very emotional. Для него это очень эмоционально. I don't smoke, Я не курю. so it wouldn't be very good for me. А для меня, наверное, это наказание никаким бы не было совершенно. One lady said this: Одна женщина сказала: I won't have my nails done for a week. я целую неделю не буду ухаживать за своими ногтями. Now, for her, that was very emotional, Для нее это было очень эмоциональное наказание. but for somebody else, they don't care. Но для кого-то еще, другое дело. One lady said this: Одна женщина один раз сказала: I won't wear makeup for a week. целую неделю не буду носить макияж. All our friends said, oh no, don't do Все that. друзья говорили: нет. One person had a neighbor whose dog barked all night long. У одного человека был сосед, у которого была собака, которая всю ночь по какой-то причине лаяла. Всю ночь. His penalty was this. И вот наказание, которое он себе придумал. He said, if I don't reach my goal, Если я не достигну своей цели, I'll wash my neighbor's car for free я буду мыть машину моего соседа every day for a month. каждый день на протяжении месяца. One man had this for his penalty: Один мужчина придумал для себя такое наказание. to give 20,000 rubles to his ex-wife. Заплатить 20 тысяч рублей своей бывшей жене. Another person said, if I don't reach my goal, А другой сказал, что если я не достигну своей цели, I'll run up and down the street where I live with a funny costume. я одену какой-нибудь маскарадный костюм и буду бегать по улице некоторое время вверх-вниз, на улице, на которой я живу. Another person said this: Другой человек сказал: if I don't reach my goal, если я не достигну своей цели, I'll run up and down the street where I live я буду бегать по моей улице, with no costume. но без костюма. Nick and I were in Kiev, Мы с Ником были в Киеве, and one young lady raised her hand and said, this is my penalty. и одна молодая девушка поднимает руку и говорит: это мое такое наказание. If I don't reach my goal, Если я не достигну своей цели, I'll eat a cockroach. я съем таракана. And the guy next to her said, oh, that's not so bad. А парень, который рядом сидел, он сказал: ну вообще ничего страшного тут нет. So for her, it was emotional. Для нее это наказание было очень эмоциональным. For him, it wouldn't be. Для него не очень. So you got to pick a goal that's emotional for you. Поэтому вам на самом деле нужно выбрать цель, вернее, наказание, которое будет очень эмоциональным конкретно для вас. Something so terrible and awful. Что-то такое ужасное, кошмарное, There's no way you won't reach your goal. что просто не останется никаких шансов. Эта цель будет достигнута. Кто из вас дает сейчас обещание помочь своему другу достичь цели? And this is how you set goals and achieve them. Вот таким образом мы
мы ставим цели и достигаем их. Вы готовы к следующему навыку? So you're a leader. Итак, вы лидеры. One of your jobs is to move people. И как я говорил, одна из ваших задач, одна из ваших работ — это двигать людей. Would you agree? Вы согласитесь с этим? So one of the ways of moving people is to give them vision. Один из способов движения людей — это дать им видение. Here's a little saying that you might want to paste on your mirror. Вот небольшое изречение, которое, может быть, вам захочется приклеить к себе на зеркало. When people have vision, Когда у людей есть видение, nothing gets in their way. ничто не может стоять у них на пути. When people don't have a vision, Когда у людей нет видения, everything gets in their way. все встает у них на пути. So your job as a leader Ваша задача как лидеров is not to fix people's problems, не решать проблемы людей. because there will always be problems. Потому что проблемы будут абсолютно всегда. Your job is to give them vision. Ваша задача заключается в том, чтобы давать им видение. So no matter what the problem is, they will still continue on their way. Чтобы совершенно не важно, какова у них будет проблема, они могли продолжать двигаться вперед. Would you all agree? Все согласитесь с этим? So the question, of course, is this. Вопрос заключается вот в чем. How do you give people vision? И как научиться давать людям видение? Как это делается? You just tell them to have vision? Это как вы говорите просто, тебе надо иметь видение? You say go home and see if you get one? Или иди домой и поищи видение, может найдешь его? Do you read a book and just get Или motivated? прочитай книгу и будешь мотивирован, да? So I think it's a good skill to learn. На самом деле, именно поэтому, вот почему я об этом говорю, это хороший навык. Is how to give people vision. Хороший навык, который следует выучить, это как давать людям видение. How many people have ever tried this? Кто из вас когда-либо пробовал следующее? You ask somebody, oh, write down all of your goals. Вы говорите человеку, напиши список всех твоих целей. And do your distributors do that? И ваши дистрибьюторы это делают, да? No. Нет. Why don't they do it? Почему же они этого не делают? Because they have a little voice in the back of their mind that says this. Потому что вот где-то здесь у них такой маленький голосок есть, который им все время говорит: Oh, it will be a waste of time. слушай, пустую потратишь время все равно. You'll never achieve Все them. равно ты их не достигнешь. They're just dreams. Это просто мечты. You'll just be Ты disappointed. все равно будешь потом только разочарован, расстроишься. It's just a bunch of hype. Это все просто такая ерунда мотивационная. And they don't write down their goals, do they? И они пишут свои цели в итоге. Because the subconscious mind is so powerful, it talks them out of it. Все дело в том, что их подсознательный разум, вообще подсознательный разум, он настолько мощный, настолько сильный, что он их умудряется отговорить от этого. But here is how you can trick their subconscious mind. Но существует трюк, при помощи которого вы можете перехитрить ваш подсознательный разум. Ask them not to write down their goals, Попросите их не писать цели, but ask them to write down this. но попросите написать следующее. 25 things 25 вещей или дел, you are going to do которые вы сделаете, once you become a director or manager. как только выйдете на позицию директора или там, менеджера. So what position in your company will earn you about 100,000 rubles a month? Какая позиция вот, в вашей компании будет вам приносить доход в 100 000 рублей в месяц?
In your business, do you call it vice В president? вашем бизнесе как это называется? Вице-президент, Regional manager? региональный менеджер, как? Star Trek commander? Командир Стартрека, Diamond? бриллиант. For every company, you have a position that'll earn you about $100,000 a month. Вот в любой компании существует какая-то позиция, которая приносит вам чек 100 тысяч рублей в месяц. For purposes of demonstration, Для только демонстрационных целей I'm going to use that position, I'm going to give it the name Diamond. я присужу имя бриллиант. Давайте назовем бриллиант эту позицию. But please substitute whatever name it is in your company. Пожалуйста, у себя напишите ту позицию, которая есть в вашей компании. So I got thinking. И вот я думаю, When you tell the distributors to write down 25 things they're going to do, когда вы говорите дистрибьютору 25 вещей, которые он сделает, once they become a diamond, как только станет бриллиантом, their subconscious mind says this. и подсознательный разум вдруг начинает говорить вот что. Well, of course we could do these things if we were a Ну, diamond. конечно, вы все эти вещи могли с собой сделать, если вы были бриллиантом. And now it doesn't block the process. И вот сейчас блок отсутствует. Уже он не блокирует процесс. So if they were to write down 25 things they're going to do when they become a diamond, Если бы им пришлось написать 25 вещей, которые они собираются сделать, как только станут бриллиантами, they would literally create their vision. они бы практически что этим сделали? Создали свое видение. So I got thinking one day, all I have to do is this. И вот однажды я просто подумал, все, что мне нужно сделать, это следующее. I go up to one of my Я distributors должен подойти к одному из своих дистрибьюторов. and I say, hey, Я подошел и сказал, послушай, write down 25 things you're going to do напиши 25 вещей, которые ты сделаешь, when you become a diamond. как только станешь бриллиантом. And my distributor might say this. И дистрибьютор мне сказал, Yeah, that sounds great. ничего неплохо. Oh, could I look at your list? А можно я посмотрю твой список? To kind of give me an idea of what Ну, you're writing. просто хотя бы понять вообще, как это пишется. And I would say this. А я ему говорю, I don't have a list. слушай, ну у меня нет твоего списка. I don't do dumb stuff like that. Такие тупые вещи я не делаю. Причем? That might hurt the process. Упс, вот это может очень серьезно навредить процессу. So if I want my distributors to write down 25 things, Поэтому, если я действительно хочу, чтобы мои дистрибьюторы написали 25 вещей, what am I going to have to do first? что мне необходимо сделать в первую очередь? Yeah, write down my list. Конечно, написать свой собственный список. So here's what I did. Поэтому вот что я сделал. I wrote down my list of 25 things. Я сел и написал свой список 25 вещей. And I posted it on the internet. И опубликовал этот список в интернете. The next day I had 26 of my distributors post theirs too. На следующий день я увидел, что 26 моих дистрибьюторов тоже поставили в интернете свои эти списки. We had over 50 the following day. На следующий день там уже было более 50. Because I set the example. Потому что я просто подал пример. Now, you don't have to post yours on the internet, Итак, вы не обязаны публиковать это в интернете. but you could print it out on one sheet of paper Но вы бы могли это распечатать на одном листе бумаги and show it to people you know. и показывать людям, которых вы знаете. So what kind of things can you put on your list? Какого рода вещи вы бы могли написать в вашем списке? Let me give you some ideas of what other people put on their list. Давайте я вам дам просто идею, что другие люди писали в своих списках. I say, well, to learn a foreign language. Например, выучить иностранный язык. To move from a 3-bedroom apartment to a 4-bedroom apartment. Переехать из трехкомнатной квартиры в четырехкомнатную. To send my daughter to private school. Послать дочь в частную школу. To take a trip to Turkey. Поехать в Турцию. To have a long 3-day weekend at least once a month. По крайней мере, раз в месяц на 3 дня устраивать себе выходные. Трехдневные выходные, длинные. Take my family someplace special once a month. Отвозить свою семью в какое-то особое место раз в месяц. To hire a maid to clean the apartment every Monday. Нанять домохозяйку, которая будет каждый понедельник убирать квартиру. To hire somebody to do the cooking every weekend. Нанять кого-то, кто будет заниматься приготовлением пищи каждые выходные. These are things people put down. Вот это вещи, которые люди пишут в своих списках. Or to have my husband quit his job. Или сделать так, чтобы мой муж бросил свою работу, уволился. Or buy a second car for the wife. Или купить вторую машину для жены. They just make a list of things they want to do. Люди просто пишут список вещей, которые они бы хотели сделать. Наиболее удобный, простой способ делания этого. To do it. Написать его. So
So we're going to do it right now. Поэтому мы его сейчас прямо с вами напишем. I'd like y'all to take a piece of paper. Всех хочу попросить, чтобы вы взяли отдельный листок бумаги. We're going to write down 25 things we're going to do. И наверху мы напишем 25 вещей, которые я сделаю. Once we earn $100,000 a month. Как только у меня будет доход 100 тысяч в месяц. And we're going to see who can finish your list of 25 first. И мы сейчас посмотрим, кто из вас напишет свой список быстрее всех. So as soon as you finish your list of 25, Поэтому как только вы заканчиваете свой список 25 вещей, raise your hand really high and away. поднимите руку и просто помашите нам. We're going to ask them to read their list of 25 very quickly. Мы сейчас попросим быстренько прочитать список 25 вещей. And we're going to start with this lady right here. И начнем вот прямо с вас, хорошо? Добрый день. Хочу построить себе дом, чтобы ребенок учился в частной школе. Английский язык хочу учителя выучить. Отдыхать и почаще путешествовать по стране. Вести домохозяйство, купить машину. И еще хочу легковую и джип, хочу вторую машину. Помогать родителям, родить второго ребенка, ужинать в шикарных ресторанах, одеваться в кутюрье, купить квартиру сыну, квартиру дочке, помогать путешествовать родителям, завести себе кошку, собаку, дом у моря, учебу за границей сыну, дочери, дарить подарки родственникам, купить машину родителям, бассейн хочу, мыслить дома, самолет. Ну, это, наверное, надо было поставить, выйти замуж. Спасибо. Куда убежали? Добрый вечер. Испугались? Хорошо. Так, ну мне в первую очередь мне надо автобусный тур по Европе съездить. Это мешает осуществлению дальнейших всех моих намерений. Квартиру за 350 тысяч долларов, коттедж за Новокузнецком, квартира в Москве, дача за границей, самолет, яхта, джип. Сын в Кембридж, свой независимый бизнес, изменить имидж, спортивную машину, 2 раза в год за границу, сменить мебель, съездить на родину, фитнес, массаж 3 раза в год, 3 дня в неделю отдых. Собственный проект хочу осуществить, точка отсчета для мужчин, которые попали в трудную психологическую ситуацию. Так, хоспис, помочь людям осознать, значит, проблемы жизни и смерти. Так, еще собственный проект хочу такой. Экология человека, Земли и Вселенной. Так. Казино открыть хочу, свой торговый центр по торговле автомобилями. Хочу парусник и солярий, и свою прихоть. Из того, что перечислено, наверное, у меня частично есть, кроме этого, что есть итальянский язык Италии, личный тренер из Италии, потому как он у меня когда-то был, ферму пони, мотодром для экстренного вождения, разводить сфинксов, фермочку мою. Ну, вообще у меня есть очень такая личная 7-минутная цель. Можно? Можно? Очень хочется. Можно автограф? Но первый раз заставила себя в жизни выйти именно на сцену. Я написала 25 желаний. Сначала я первое то, что продиктовали, но потом я его просто продолжила. Может быть, я бы схитрила. Выучить иностранный язык, сменить двухкомнатную на 4-комнатную, поездку в Турцию, устроиться действительно выходной только 5-дневный, нанять домохозяйку в квартире, это пришло уже время, нанять выходной повара. Это тоже замечательно. Машину купить, но 2, любовнику и мужу, и сына. Купить речь, купить сотовый, новый сейчас сын просит. Так, провести презентацию на 25 человек. То есть у нас есть такая дача, где я его арендую и 3-дневный семинар провожу. Книги большого эла как можно больше скупить.
Пойти на восточные танцы, я начала, уже на одно занятие сходила. Купить новый телевизор, новый телефон, уже с радио, там, телефоном. Ремонт доделать в своей прихожке, то есть двери и шкаф мне осталось сделать. Да, ходить в сауну с лидерами. И сейчас сразу... И, конечно, профинансировать их. Затем сейчас сразу поехать вот в Ленинск, у меня там структура, в Белокулику, в Пермь и в Томск. Это те структуры, где я работаю. Обязательно передать то, что я сегодня уже, то есть сделать действия. Так, купить чайный сервис, потому что люблю пить чай, этот уже устарел. Новые, так, новые дорожки в коридор и шубы. Спасибо. Now, after you heard their list of 25, после того, как вы услышали их список 25 вещей, could you tell which people were red? вы сразу смогли определить, кто тут красный был на сцене? You could tell a little bit about their color, couldn't you? Вы, даже услышав этот список, вы сразу заметили, немножко поняли, какого цвета они. Do you feel that you know these people a lot better? Когда вы услышали этот список, вы почувствовали, что вы этих людей знаете намного лучше? Теперь. So if you want to know your distributors better, просто если вы хотите узнать ваших дистрибьюторов намного лучше and build a better relationship и with them, построить с ними намного более крепкие взаимоотношения, you want to see their list of 25. поверьте, вы очень хотите увидеть их список 25. Now, I'd like to show you how well this works. Я хочу вам просто сейчас показать, насколько хорошо это работает. I'm going to ask you to meet a stranger. Я бы хотел вас попросить встретиться с незнакомцем You're going to read off your list of 25, и прочитать этому незнакомцу ваш список из 25 вещей. or as many of the 25 as you finish. Или, неважно, у вас там 25, сколько вы успели закончить. Then the stranger's going to read off their list of 25 to you. Потом ваш незнакомец прочитает вам свой собственный список. I want you to notice this. И я хочу, чтобы вы в этот момент внимательно следили за следующим. How much better you know the stranger just from that little list of 25. Обратите внимание на то, насколько лучше вы будете знать этого человека, только услышав этот список. You know their goals, their dreams, their aspirations. Вы узнаете об их целях, об их желаниях, тайнах, явных, мечтах. You'll know if they want a car for their boyfriend. Вы узнаете, хотят ли они купить машину для своего любовчика. You'll want to know if they plan to get married. Или планируют они там, выйти замуж или жениться. You'll really get to know people from that list of 25. Вы действительно намного лучше узнаете этих людей из этого списка. Do you know your partner a lot better? Вы познакомились сегодня с новым человеком? Вы узнали его намного лучше, да? Now here's homework assignment number 2. Ну тогда вот домашнее задание, вернее, задание номер 2. Tonight, finish your list. Сегодня вечером закончите, пожалуйста, ваш список. Type it up on a piece of paper. Напечатайте его на листе бумаги. Make some copies. Сделайте копии. Show it to your distributors. Покажите этот список вашим дистрибьюторам. And some of them will be motivated too. Некоторые из них самые автоматически мотивированы. Они тоже захотят это сделать. Tape a copy of your list on your refrigerator. Приклейте этот список на вашем холодильнике. And now when your neighbor comes over, И теперь, когда придет ваш сосед, your neighbor will say this. сосед скажет: Oh, now I understand why you're doing the а business. теперь я понимаю, почему ты делаешь этот бизнес. Maybe I should get started too. Может быть, и мне надо начать? When you're at your meetings, when you're at a meeting, А когда вы на встрече, and you see a distributor, вы видите дистрибьютора, ask them, where's your list of 25? спросите его или ее: а где твой список из 25? And soon it will become a culture. И скоро это превратится в культуру. Well, everybody will be talking about their list of 25. Все будут говорить об этом списке 25 вещей. And this is how you give people vision. И вот таким образом вы даете людям видение. But there's a second way of giving people vision. Но есть еще один способ давать людям видение. And it's called this. И он называется так. Can you imagine? Представь себе. So I'd like you to write down these words. Я хочу, чтобы вы написали эти слова. Can you imagine?
Можешь себе представить? Everybody have it? Все написали это слово? Here's what we're going to do. Вот что мы себе сейчас сделаем. We're going to take people into the future Мы возьмем людей за руку, отведем их в будущее. and tell them what's going to happen when they do our business. И скажем им, что произойдет в этом будущем, если они будут заниматься с нами этим бизнесом. We're going to turn on that movie projector inside of their brain. Внутри их головы включим кинопроектор. Let me give you an example how this works. Давайте я вам дам пример, как это работает. Let's say I'm talking to a distributor, Давайте представим, что я разговариваю с дистрибьютором. and I know they hate their job. И я знаю, что он терпеть не может свою работу. So I might say this. Я могу сказать, Can you imagine? представь себе, 1 year from now, 1 год с этого момента. you've been bringing 2 guests every week to the opportunity. Через год ты приводишь каждую неделю на встречи по 2 новых гостя. And now that you're earning 20,000 rubles a month. И ты сейчас зарабатываешь 20 тысяч рублей в месяц. And you say, you know what? И ты говоришь себе, I can quit my job. я могу уволиться сейчас со своей работы. So you walk into your boss's office, Ты заходишь в офис своего начальника, lean back in the chair, откидываешься на спинку кресла перед ним, put your feet up on the boss's desk, складываешь свои ноги у него на столе, and calmly tell the boss you can't take any more stick on it any и longer. спокойным тоном говоришь, что, к сожалению, вы больше не вкладываетесь в мой распорядок дня. You resign effective immediately, Вы даете заявление об увольнении сразу же. and you do that by simply turning on the switch by saying, can you imagine? Делаете вы это всего лишь взяв и включив переключатель, который начинается со слов. Представь себе. Or you might say this, Или вы можете сказать, can you imagine? представь себе, Saving up all your part-time bonus checks. что ты складываешь, откладываешь все свои вот эти премиальные бонусные чеки, которые зарабатываешь в свободное время. So next summer, И наступает лето следующего года, when it comes time for the family и vacation, наступает момент, когда семье нужно ехать в отпуск. Всей семьей. all the children get in the car, all the children get in the Все car, дети залезают в машину, and the children whine. и они, естественно, там что-то пищат, они что-то жалуются. Do we have to go to grandma's Что again? нам опять к бабушке надо ехать? Снова? And you reach into your purse. А вы достаете из своей сумочки You pull out an envelope конверт. and say, kids, we're not going to И grandma. говорите, дети, к бабушке мы в этот раз не едем. Inside this envelope А внутри этого конверта is plane tickets to Paris. билеты на самолет в Париж. We're going to Disney World. И вы говорите, мы едем в Париж, в Диснейленд. Did I create a movie in some people's mind? Фильм показывался сейчас какой-то в голове, да? Or maybe it'll sound like this. Или, может быть, это может прозвучать так. Can you imagine? Можете себе представить? After doing this business really hard for 1 year, После того, как ты делаешь, занимаешься этим бизнесом действительно упорно и настойчиво на протяжении целого года, now you're earning 100,000 rubles a month. и вот наступил момент, ты зарабатываешь 100 тысяч рублей в месяц. And now you can trade in your husband for a newer model. И теперь ты можешь поменять своего мужа